привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня мы будем заниматься двумя приятными вещами. Первое, мы разыграем Amazfit GTR 3 Pro, TicWatch Pro 3 Ultra. Двое часов мы выполнили с вами вместе условия для того, чтобы их разыгрывать. Меня зовут Саня, это, кстати, лайв-канал основного канала Польза.нет. И особенность его, наверное, в том, что мы здесь без особых каких-то прикрас общаемся. Плюс погоняем обновленный Mi Mix 4. На Mi Mix 4 еще в октябре у меня был обзор. И всем, кого интересует данный телефон, я советую его посмотреть, это раз. А два, сегодня мы пообщаемся, что-нибудь они смогли с ним сделать. Из разряда стабильности, как мы помним, там интересный процессор. Из разряда внешнего вида ничего не поменялось. Конечно же, это единственный телефон, в котором не видно камеры фронтальной вообще никак. И это хорошо, и это удивительно. У него 120-ваттная зарядка, очень красивая черная коробка. Я ничего не знаю о глобалке. Я сегодня весь день гуглил, и я не нашел версию. Есть Global ROM от китайцев. Я не понимаю, что именно они смогут предложить, но в Global ROM, но это не важно. Начнем мы с чего-то простого. Вот я гонял благополучным образом этот Mi Mix 4 по стабильности 30 минут на 100 головках. Это не важно. Почему? Потому что самое интересное, я считаю, в смартфонах с мощными процессорами, допустим, как у нас была история с Pixel 6 Pro, который у меня будет постоянно использован. Разумеется, у меня на него есть обзоры, еще будут обзоры, когда его, может быть, допилят. У него сбрасывалась вот такая вот магическая циферка в 460, по-моему, до 400 тысяч попугаев. Это все очень плохо, где-то с 5-го раза, то есть стабильность у него была нулевая. Здесь мы прогон сделаем хотя бы из 4, заодно постепенно разыграем что-нибудь и пообщаемся все-таки по поводу этого аппарата. Может быть, у кого-то есть мысли по поводу него, я буду рад их услышать. Напоминаю, что меня зовут Саня, это еще раз лайв-канал основного канала Польза.нет. На основном канале у меня были условия нескольких розыгрышей, и по ним мы сейчас сможем пообщаться. Все, кто видит этот стрим и не могут ничего писать, я напоминаю, что на данном канале можно писать, если вы подпишетесь, сразу можно писать комментарии. Именно в чате, если вы в онлайне. Если не в онлайне, то вы можете сделать другую великолепную вещь. Вы можете написать в описании, какие вам девайсы интересны. На них я постараюсь сделать обзоры. Привет, заказал OnePlus Nord SE 5G с Али за 20 тысяч. Нормально за такую цену? Мечта. И еще помимо этого я хотел рассказать вам, можно дешевле, но это неплохая цена. Первое, все, у кого паника, кто что-то не успел купить по неясным мне причинам, сразу говорю, сейл будет 6 числа, новый. Я думаю, это последний сейл будет в этом году. Наверное, Алишка не смогла все-таки продать столько, что хотела, и поэтому у нее были лютые промокоды. Самые веселые промокоды, все, кто не местный, были 1000 от 2000 рублей, 2000 от 5, потом были 3000 от 8, но это в прошлую распродажу 11 числа, а 25 был еще промокод 1000 от 3. И при том, что 2000 от 5, 1000 от 3 и 1000 от 2 можно было использовать по 2 раза. У меня 2 аккаунта, на меня и члена моей семьи, и я все безумно, просто бездушно потратил. И к чему это все? К тому, что я все-таки еще купил OnePlus RT. Кто знает, тот поймет. Я дико кричал, что я не буду его покупать, он в китайской версии. Я увидел, что их осталось 12 штук и решил себе приобрести. Почему? Потому что черт знает, когда будет глобалка, и если такими темпами, может быть, мне даже китайской версии не достанется. А это вариант очень плохой. Апоссум, Николай, Влад, Алеша, Дмитрий, Роман, Sunshine, TikTok. Привет всем, TikTok, придется тебя, наверное, блокировать. Никакого здесь пиара нет, скузи. Я даже блочить тебя не буду, пока просто удалю. Дамир, Роман. Так, по поводу розыгрыша, давайте честно. Первое. Мы выполнили очень хорошие условия для 2 часов. То есть больше 3000 лайков мы набрали, поэтому я их разыграю. Второе. Сегодня я разыграю среди спонсоров Realme Q3S. Это отличный смарт. Я среди спонсоров давно ничего не разыгрывал. Если это дело как-то народу зайдет, это на основном канале в отдельном чате будет.
то круто. Если не зайдет, ну, значит не судьба, значит не буду я это дело проводить. На основном канале сегодня еще будет обзор на Redmi Note 11 Pro без знака плюс. И в целом основную информацию я вам предоставил, наверное. Давайте я все-таки расскажу про розыгрыши, которые перечислены в описании к данному стриму, для того, чтобы я не под дядьку из фильма «Леон» кашу, к сожалению, да, он тоже из моих героев детства, да и вообще в принципе. Мой, наверное, герой детства — это Форест Гамп. И вот эта вот штука из разряда думать, зачем думать, нужно делать там и т.д. и т.п. Это все его заслуга. То есть можно быть в принципе клиническим в прямом смысле идиотом, тупым, но все у тебя будет хорошо. Если ты будешь добрый в каких-то моментах, хотя бы близким к людям, это раз, а два, если ты будешь долго и упорно бороться в любых вещах, в которых ты стараешься это делать. Допустим, в YouTube. Все-таки получилось канал развить, правильно? Мы же общаемся. Я спонсор, при спонсору. Всегда радует, что тестите девайсы на Геншине. Ну а тяжелее игрухи и менее адаптированная, наверное, ко всему, я не знаю. Может быть, вы знаете. Понеслась по поводу розыгрышей. Vivo Wireless Sport. Наушники на шнурке. Разыграем, когда будет 5000 подписчиков в Инстаграме. У меня в Инстаграме сейчас 4800 подписчиков. Все-таки почти набрал, еще осталось 200, думаю, как-нибудь да наберется. Следующий. К сожалению, Pixel 5a. Коробочка от него здесь, телефон тоже здесь валяется. Мы не разыграем, потому что 5000 лайков там нет. И не окажется вообще никак. Почему? Потому что что? Сейчас. 5 секунд. Потому что там, сейчас я просто проверю, какое количество лайков и сообщу вам. Там, по-моему, 4000 лайков. 4000 и черт с ним, что просмотров нет, просто лайков не хватает. Так, умные часы Mibra Lite. Вообще понятия не имею, что здесь делают. Я их тоже нет, я их не разыгрываю. Вот Google 5a, 4000 лайков. 1000 лайков мы не добрали, чтобы разыграть телефон. Это так забавно. Телефон круче, чем часы, одни и вторые. Ну, примерно по стоимости плюс-минус такой же, правда, как и TicWatch. Но народ не захотел участвовать в розыгрыше. Следующее. Narza 50. 3000 лайков. Набрали или нет? Проверяем. Narza 50A только 1700. Вот может это следующий смарт, кстати, который я разыграю среди подписчиков. Realme Buds A 2100. Притом, точнее не Realme, а Pixel Buds A, очень странно тоже. Я разыгрывал новые. То есть я их специально купил в США, две пары. Одну пару для розыгрыша, вторую пару так. Ну, 200 на ушах. Притом 20 тысяч просмотров за месяц. Я специально в начале месяца выгрузил. В следующем месяце я, скорее всего, вот в этом разыграю еще один смарт. Ну, попытаюсь разыграть. И еще пару вещиц. С чем мы справились? Мы справились, еще раз повторяю, с 2 часами. И я буду ждать еще весь месяц, чтобы мы набрали 5000 лайков к Xiaomi Field CG Pro. Xiaomi Field CG Pro уже, по-моему, там 3500 лайков, 1500. Совершенно реально. Я планирую делиться на основном канале и в телеге с напоминанием того, что, друзья, участвуйте, потому что двушечку набрать там очень просто. Следующий момент. Все, кто пришел, у кого какие вопросы, задавайте. Такую кружку кто-то умудрился купить, по-моему, за 200 рублей. Мою Xiaomi-шную. Я не знаю как. Мне как-то даже объясняли в телеге. Привет, Саня, всем привет из Тольятти. Да, кстати, когда промик был 1000 от 2, в принципе, можно было что угодно довольно бесплатно купить. Один товар платно за 1000, второй раз бесплатно. Привет из Тольятти, привет, Олег Лейк. Посмотрел видео про спорт разные, прикольно, там голос будто старее. И специально лицо не показывали там. Да, я лицо однозначно специально не показывал, я 19 лет работал силовиком. Никаких доходов с YouTube первые 2 года у меня не было, ровно 0. Вообще ничего, вообще. То есть я даже монетизация, по-моему... Но она все равно у меня не... Как сформулировать? В общем, все чисто. Да. Тимол отправляет заказы... Не отправляет заказы уже 3-7 дней. Бывает еще дольше.
Я могу проверить, кстати, кто реально получил, кто что получил. Мне не туда отправили обогреватель. Притом китаец пытался с меня содрать за доставку. И из того, что мне не отправили пока, это один свитер от Ленинга за космос деньги, одни Redmi очки, наподобие таких, то есть Xiaomi-шные, и солнцезащитные очки. А все остальное было отправлено. Из того, что я интересного купил, это OnePlus, конечно же, RT, QN еще один купил, разумеется, Анкера, разумеется. Кстати, завтра Anker 3 Pro, ну вот эти вот новенькие, я куплю в итоге. Но не совет, ну очень дорого. Мышь угриновская, пуховик ленинговский за 16 тысяч. Я не знаю, зачем он мне, но я, в общем, сломался и купил. 2 планшета купил на сейле. Много игрух, но это только один я аккаунт смотрю, потому что второй у меня еще на телефоне. Очень долго мне отправляли Huawei-вскую банку, это Powerbank, и она вообще никак не отслеживается. Меня это тоже напрягает. Надеюсь, что можно будет увидеть, что она двинулась, потому что очень часто проблемы с доставкой именно аккумуляторов из Китая. И две вещи, о которых я вам говорить не буду, пусть это будет секретом. Помимо этого, со второго аккаунта еще много чего идет, и в принципе на руках еще большое количество девайсов. Что у нас еще? Мы еще Антуту не победили, ну не смертельно. Mi Band 6 разыгрывают, разумеется, 5 Mi Band'ов я разыграю. В прошлом месяце я разыграл их 30, ко мне обратилось только 22 человека. Вот. Не у всех есть еще, по-моему, у 2 нет треков, но они вот буквально в течение этих 2 дней обращались. Надеюсь, ты митинги не разгонял. Убивашка, я не полицейский, я не из тех силовиков. То есть я не был бы полицейским, ничего против них не имею, но я бы им не был. Ну, я бы не осилил эту профессию, точно. Я обычный зеленый человечек был. 710 тысяч, давайте чехол снимем, мне кажется, что он перегревается с его квалкомовским процессором. Все максимально скромно, это так забавно, он лежал, ничего не делал. Ты лежал, ничего не делал и решил так позорно, еще и на 10 градусов разогрелся. Может быть, он прогреется и лучше покажет. Вот такой вот Mi Mix. Нестабильный, как минимум. С промиком 1002 взял сумку Xiaomi из обзора Сани, кружку Xiaomi. Дмитрий, я видел, ты мне скидывал. Город Иванова на связи. Mi Band с NFC, конечно же, нет. Еще они из Китая. И еще, если вы из-за Mi Band'ов смотрите канал, я очень советую вам не только отписаться, но и забыть это лого. Потому что вот так, да. Но 2 часов я разыгрываю. Вряд ли вы выиграете, потому что, опять же, мой экспириенс говорит, что выигрывают все равно постоянные зрители. Александр Трушников, привет. Кэш Спейс, не верю таким штукам, но привет. Йоу, Саня, Андрей, привет. Я еще раз, секретная резиновая женщина для обзора. Нет. Как могу стать вашим спонсором? Основной канал Пользы.нет, я сейчас на него, может быть... Да зачем в чат скидку? Уже все с этим сейлом, я говорю, я в панике. Последний раз я вот этот промик 1003, я уже сидел и думал, а что я хочу еще купить? Я там себе света накупил, еще чего только... Не свету, а света, студийного света. Кстати, как вам распаковки в обзорах? С попытками чуть-чуть шутить, но черт с ним. 710 тысяч, Neo 870. Дмитрий, да я в курсе, что набирает Neo. Давай объективно придем к тому, что прожарка любого девайса это всегда хейт. Это не попытка его разрекламировать среди вас. Это раз. А два, мы помним, что мы на лайв-канале, правильно? То есть мы на лайв-канале, значит, что? Значит, просто общаемся. Чем больше мы будем интересоваться подобной темой, чем чаще вы будете приходить, чем чаще я буду... Вот, допустим, 170 человек, даже с розыгрышем, это за глаза и за уши, чтобы я делал прожарки чуть ли не каждый день. Почему? Потому что, как вы прекрасно знаете, телефонов у меня прям просто космос. Просто космос для того, чтобы их разыгрывать. И также прожаривать, в принципе. У меня здесь лежит просто вот одни только Poco. Чего стоит? По-моему, это вот то, что под рукой. Нет, это Google, Poco. Склад телефонный. Как можно быстро заработать школьнику на Redmi с 50 гейминг в максимальной комплектации? Я понятия не имею.
В школе я учился. И у меня не было телефона. Хотя у кого-то был. Привет, есть вариант починить батарею на Xiaomi Redmi 9? Батарея стала хуже процентов на 20-30. Вы можете ее заменить, но целесообразность я не знаю. Распаковка отлично делаем. Михаил Авягин, спасибо. Привет, ты говорил, что обзор будет на планшет Realme вчера. Что-то пошло не так? Нет, я говорил, что он в принципе будет. Откуда он у меня? Я его купил, как и вы, на распродажу. Он мне еще не пришел. Да, именно на ужин, Лейк. Потому что этому смарту, мне кажется, вообще плохо. С первого же теста 701 тысяча. У меня была 801. Как тебе Oppo Enco Free 2? Гроза. Здесь, вот конкретно на лайв-канале, этот вопрос квалифицируется как стёб. Почему? Потому что на любой девайс, если вы хотите узнать мое мнение, на основном канале Польза.нет есть обзор. Вот в нем есть мнение. Если вы желаете узнать, какой девайс для меня лучший, то вы можете посмотреть один из топов. Кстати, в перспективе я сделаю топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей, как раз под распродажу. GHJKHH. Я обязательно спрошу у вас, что мне делать с моими вещами. У меня есть мои дети, если что. Если у вас своих детей нет своих родственников, нет людей, которым вы хотите помогать, и каким образом я помогаю, либо буду помогать кому-то, это исключительно мое дело. Я очень уважаю людей, которые, да, все отдают в детдом. Пенсионерам и все остальное. Ты вообще... так ты вообще молодой, просто у нас только в институты телефоны только появились. Но у меня в 11 классе эти первые раскладушки появились. Нет, почему? У отца был Dragon на CDMA. Знатоки, что можете посоветовать к покупке в магазине до 12 тысяч? Нужен смартфон для бати. Лучше Realme 8i. Вот. По-моему, это он. 11 тысяч на Тмоле. Ну, я не знаю, как сейчас есть сейл или нет, но обычно он 11 тысяч и реально купить. Троллинг удался. Бан тоже. Все норм. Как относитесь к USB к Озон доставке? Плохо. У меня один товар, они последний раз везли 4 месяца. Вот. И все. Я его заказывал в мае, они привезли в конце августа, а он мне нужен был летом. Это был вентилятор. После этого welcome. Примерно так же доставлял раньше AliExpress, когда ты 11.11 заказывал, а тебе все приходило в марте. Лучший телефон до 20 тысяч рублей. Есть топ-10 телефонов до 20 тысяч рублей на канале Польза.нет. Можете ознакомиться с моим мнением. Дальше. Йоу, Сань, спасибо за группу с промокодами. Благодаря тебе купил OnePlus Buds за 4800. Это космос. Иванюша, я не буду тебя удалять. Напоминаю, что на моих каналах нет мата, хамства и рекламы. Вот. И поэтому я не буду удалять твой мат. Но он забанен самим Ютубом. Можешь писать, но культурно. Какой-то смартфон тебе не понравился. Что взять бате до $500? Смотря что тебе нравится. То есть 5 сотен баксов можно, если он может терпеть китайскую версию смартфона, то Realme Master Explorer Edition. Если нет, то можно какой-нибудь из OnePlus. Это OnePlus 9R. Можно Nord 2. Вообще много всего можно купить. Если съемка нужна, то Xiaomi Mi 11i. Саня, до 12 тысяч что-то Narza 50A влез. Очень интересно, что я купил в сравнении. Narza 50A тоже норм. Вообще вся линейка Narza по мне волшебна. По стоимости, возможностям. Realme в этом смысле BBK молодцы, не Realme. Компактный до 6 дюймов на 2 физические сим-карты. Гонщик я таких не знаю. У меня первый телефон Nokia был 6120. У меня 3310 не был. У меня был SL45 Samsung, первый сотовый телефон. Полифонический. И стоил он космос. Я получил премию, будучи на 2-м курсе. И все-таки его купил на все деньги. Вот. Когда обзор Honor Magic Book Pro X, который я купил, не знаю, как сын наиграется и как я наиграюсь с мелочевкой. Давайте сейчас сейлы пройдут, а потом я о нем расскажу. Хороший ноут, мне очень понравился, то есть кратко так.
Спасибо за промик, заказал уши Huawei Choice за 1300. Считай, вам подарили бы ушные за 1000, ну это космос выгодно. Жили мы в школе без мобилок с 1983, и вы бы прожили, если бы их не было. Так и у меня не было в школе мобилок. Я еще раз повторяю, был Dragon CDMA у отца, такая огромная трубка, 2000 баксов стоила. Еще с базой была, потом без базы, огромная. И начали появляться как раз 3310 и раскладушки, по-моему, от Motorola. Там даже полифонии не было. Я помню свой Samsung X100, да, были времена. Vivo X70 Pro или OnePlus 9RT. Еще раз, почему я точно не куплю Vivo, если мне его зашлют каким-то магическим образом? Но я думаю, вряд ли кто-то рискнет, потому что это оверпрайс для России. То есть ты его купил, ты его не продашь. РТ-шку я скину потом, то есть OnePlus уходит только в шум. Да, и все в итоге продаю дешевле, но оно уйдет. Вот. Oppo не уходит вообще никак. В принципе, Xiaomi также стоят. У меня 11T Pro запечатанный, я за 39 продать не могу. То есть, ну как бы вот оно Али, точнее Авито. Все с тобой понятно, толковый блогер. Владимир Бойко, надеюсь, что это не сарказм, но я рад, если вам заходит мой контент. Есть те, кто сегодня итоговое сочинение писал. Морей, думаю, может быть, из почти 200 человек, почему нет. Не забываем прожать лайк. Пришли, чтобы разыграть часы, в первую очередь, 5 Mi Band'ов. Прямо наручный у нас сегодня банкет, да? И пообщаться по поводу микса. Что у них с прошивкой изменилось? В принципе, по-моему, ничего. Обещали стабильность, кстати. Мой первый телефон Sony Ericsson W810i, до сих пор я его сохранил, очень хороший телефон. Да, живучий, не надо было каждые полгода смотреть, а что там новое, какую камеру запилили, а прошивку, а что-нибудь новое с экраном, больше герц, а тач, чтобы был... А беспроводная зарядка, чтобы была помощнее, а чтобы заряжался меньше 20 минут и понеслась. Это не сарказм, а в прямом смысле. Владимир, спасибо. Я пока настраиваюсь только. У меня со стримами, если честно, кажется, что такие простые отношения из разряда того, что я там 11.11 8 часов его вел. Но мне, наверное, попроще надо относиться ко всему. Я до сих пор все комментарии читаю, не всем ставлю сердечки, не на все отвечаю, очень много удаляю. YouTube не прислал уведомлений. Очень подлый фиш YouTube. Но мы будем надеяться, что в следующий раз он уведомления пришлет. По поводу уведомлений, если вы хотите видеть мои стримы, то вы делаете простую вещь. Вы просто-напросто поставьте колокольчик и... берите колокольчик и поставьте. И тогда YouTube вам точно пришлет. И поставьте на все. 709 в этом смысле стабилен. То есть второй прогон, он показывает те же самые цифры, что более чем удивительно. Мы сейчас очистим оперативочку. Я не знаю зачем. Почти 1,27 гигабайта. Это оперативка? А нет, это внутренняя память. Я не знаю, что ему не нравится в его внутренней памяти. Это не важно. Может быть, какой-нибудь здесь супер режим есть, появился, и поэтому он не хочет показывать всю свою мощь. Единственное, дисплей. Дисплей сразу показываю, что частота кадров 120 у него. То есть мы тестируем сейчас с вами на 120 кадрах и максимальной яркости экрана. Это раз. А два... Помимо этого всего, я его гонял в PC-марке. Пусть 15 секунд отдохнет, это не критично. Но это в прошлый раз было. Нет, по сути, в этот раз я не стал полностью гонять. Спеки в 3D-марке не будем сейчас перегон устраивать. Вы можете посмотреть, тоже никаких космических цифр он не показывает. Единственное, я хочу обратить ваше внимание, фронталку не видно вообще. Вообще никак. Примеры съемки видео и фото также вы можете и на фронталку, и на основную камеру посмотреть в обзоре на этот аппарат, а мы продолжим его жарить. Основная миссия узнать, будет ли он также тротлить, как наш любимый Pixel 6 Pro, и слетит ли он на 200 тысяч баллов, как наш любимый Pixel 6 Pro. За второй прогон он уже слетел. Этот пока не слетел, этот молодец. Хвалим его пока. Так, стоп, стоп. Не хочет держаться, будет за кнопки держаться. Следующее. Не в курсе, когда будет Realme UI 3.0. Прямо, мне кажется, очень скоро. Вечер добрый, но Серж, привет. Николай Коробецкий, тоже Motorola S350 была первая. Ericsson DH318, я не помню его. Супер топовых с IPS нет.
Вот сегодня я буду, еще раз повторяюсь, разыгрывать среди спонсоров. Это не призыв к действию. Хотите становитесь, хотите нет. Realme Q3S на основном канале. Но там все будет быстро. Это единственное, что я знаю топовое из IPS сегодня. Что мне в руки попадало, $200. Но дороже, я не знаю, можете написать, я, может быть, приобрету. Я не в курсе. Не забываем прожать лайк, пишем. Санчес, привет. Виктор, здорово. Саня, здравствуй. TCL даже не собираюсь обсуждать, я от него отказался. Это безумное днище. То есть любое упоминание о нем на канале, лично для меня, это плевок мне же в лицо. Потому что я сейчас сформулирую свою позицию. У меня есть хламофоны. Если посмотреть обзоры на эти хламофоны из разряда как раз Юмидиджи и подобного, то они, во-первых, в такое время молчания выходят. То есть, ну, когда всем плевать на смарты. Во-вторых, я обозначаю, разумеется, что это хламофоны. И в-третьих, я не пытаюсь их сравнить с теми же Realme, Poco или Vivo или Oppo или чем-то, хоть чем-то живым. То есть я Meizu-то не покупаю, потому что это хлам. А TCL я отказывался даже от денег. Ну, то есть они хорошенько предлагают. Ты расскажи о нас, мы заплатим. То есть им даже без разницы как. Но TCL-ка это телевизоры, это не смарты. Ну, зачем, если чертова туча смартфонов? Я Samsung'ов купил даже 3, получается, уже. Очень дешевых, советовать их вряд ли буду, но мне вот интересно их погонять, поюзать и рассказать о них вам. Realme GT Neo 2 Pro будет на обзоре, когда выйдет, разумеется, если со мной ничего не произойдет. Из какого города? Ленинградская область, Мурино, около метро Девяткино, напротив. Вижу его в окна. Дальше, за TLC L, респект, даже тут сразу понятно, кто есть кто. Я говорю, здесь просто, ну, уровень, как сформулировать. Ну, вы представляете, у меня есть, говорю, обзоры на хламофон. У меня просто есть нормальные девайсы. Я, может, его пообозревал бы, чего такого. Но я понимал, что это прям вот вал перед Black Friday. То есть там смысл, что кто-нибудь докупит. Вот сейчас уже можно об этом хламе рассказывать, но у меня особо, если честно, нет желания. Мне проще, говорю, купить какие-нибудь смарты по десятке, но топовых брендов, и рассказать. Кто-то меня хейтил, кстати, за Redmi 9A. Я понятия не имел, когда покупал его за 6000 рублей, что он 2020 года. И когда я его тестил, ну, наверное, он глючит через, там, месяц, через 2 недели, через неделю. Но, друзья, 6000 рублей. Для меня смартфон за 6000 рублей, ну, бренда узнаваемого, для меня это круто. Ну, понятно, что я отношусь к нему как к игрушке. Давайте я их буду раскатывать по полной программе, убивать там, не знаю, буду рассказывать про любой смарт дешевле 30-ки, что это просто шлакоблок. Я же ушел от этого и как-то пытаюсь какие-то углы для вас же смазать. То есть я все рассказываю, но не делаю резких заявлений по поводу моего политического отношения к некоторым видам устройств. Poco X3 GT не AMOLED же, Саня в обзоре говорил. Кстати, он у меня тоже здесь. 5 секунд. Мне очень понравилось, хотя, вот, не знаю, вроде бы игрушка такая, пластиковая, но, ну, и его бы я носил без чехла. То есть этот смарт, я не знаю, как бы он быстро убился с этой крышкой странной, пластиковой, но мне он зашел. Так что, если вы не из России, в России нереально его, по-моему, купить. Его, кстати, надо продать мне. Мне вообще много чего надо продать, потому что я уже забегался с этими обзорами. Надо выставить все на продажу, продать и начинать покупать новое. Черт с ним, про IQOO Z буду рассказывать. Александр, добрый вечер. Будете обозревать Honor 60? Honor точно нет. У них очень большой перепад сейчас по ценникам. То есть я обозревал Huawei P50 Pro, он у меня на руках. Периодически я даю его некоторым блогерам, чтобы они его посравнивали. У меня нет миссии быть там один... И чтобы никто ничего не знал. Почему? Взглядов должно быть сотни тысяч. Я вам скажу, что я и Realme даю. Если у меня спросит кто-нибудь примерно хотя бы 100 тысяч, без всякого. То есть я даже не прошу людей себя упоминать. Они меня упоминают, спасибо. А так мне самому интересно их мнение. Я потом смотрю. А к чему это все? Потому что когда это миллионники, они даже зарядку не проверяют. Не буду даже вспоминать этих блогеров. Каждый раз
Не нравится мне такой подход. Где можно купить телефоны с обзоров? Роман, все это почему-то у меня плохо кончается, меня потом достают вопросами. Захотите, найдете на Авито, не захотите, не найдете. Саня, подскажи, пожалуйста, идеальное по сочетанию затычки для Redmi Note 10 Pro. Топ-10 наушников под 11.11. Посмотри, и сейчас ничего идеального нет. Почему? Потому что нет сейла. Когда будет сейл, может быть, перед следующим сейлом на этом канале я сделаю стрим по поводу подборки и вообще живых промиков. Но то, что было в эту распродажу, можно было купить все. Huawei FreeBuds Pro можно было купить за 4,5. Можно было купить за 4,5, 4700 OnePlus Buds Pro. И еще море всяких просто великолепных вещей, в прямом смысле, в моем понимании, за копейки. Что завтра пошел и перепродал. Саня, привет. У тебя в телеге купоны и скидки для других стран будут или только для России? Я кидаю для всего. Просто больше для России жирного, Денис. То есть промики я кидаю для Украины, когда у меня появляются. Ну, я всегда кидаю для Украины. Их меньше просто. И жирных таких нету, к сожалению. То есть у меня есть друзья, Model Party, допустим, он из Украины. И, ну, у вас траблы, у вас, скорее всего, не особо пытаются распиарить, скорее всего, там налоги какие-то лютые. И для Алишки, мне кажется, еще транспортная доступность, плюс рынок меньше. Ну, реально, вы сравните цены, зайдите на Тмол, переведите вот то, что я постю в рублях. То есть что-то я выкидываю, но не вижу я супер предложений. Где мой Mi Band 6? Союз Советских, ты мне в личку писал или нет? Ты мне уже какой 10-й раз пишешь? Я всем заказывал. Пишите в контакт. Все, кто выиграл Mi Band 6, пишите в контакт. Потом, после того, как вы написали мне адрес, вы спрашиваете у меня трек. И сами отслеживаете, и все. Валерия, я в курсе, что ты из Украины. Кстати, куда-нибудь переехала? Привет, Зиди. Посоветуй смартфон для незрячих. Я не знаю, какие такие есть. Роман, проще купить на Авито или в магазине? Точнее, на Али. Налог от $100. У нас от 200 евро. Вы ощущаете? И промокоды посмотрите, какие жирные. Саня, спасибо за обзор кроссовок. Посмотрел с удовольствием. На какие, на твой взгляд, лучше купить для ходьбы? Бегать не планирую. Если вы прямо очень хотите Xiaomi, дорогие X-Track, то есть ходите, если по лесу и т.д. и т.п. Если из разряда дешевых летом, осенью, то это миджи все. Миджи сникеры, 2-е, 3-е, 4-е. Но лучше поехать, если вы в Петербурге, допустим, куда-нибудь из разряда той же Румбы и купить в Соломоне. Розыгрыша пока не было. Обязательно выкину в описание, не в описание, а в комментарий под обзором, кто победит. Поэтому так. Почему в группе ВК не откроешь сообщения? Зачем? Вы думаете, мне мало людей пишет? Еще раз, у меня есть телеграм-канал взаимопомощи. В описании это ссылка, 3-я снизу. Там больше 6000 человек. Там общаются люди, у которых больше мозгов, чем у меня. И как минимум там 20 человек, и все администраторы умнее, чем я. Спрашивайте там, пользуйтесь поиском. Если там не смогут помочь, они посоветуют, где искать. Может быть, немного с сарказмом, обычно посылая куда-то, но в хорошем смысле. Ну, как высшее образование необходимо для того, чтобы человек научился искать, правильно? Розарио, очень приятно тебя видеть. Ну, походу, ВВП поднялся, раз ты на Али зашел. Ну, да, Розарио, но вообще у Алишки, мне кажется, большие проблемы. Иначе бы они 6 числа распродажу бы не делали. Ну, вот смутное у меня ощущение, что там все печально. Наконец-то пришла моя зарядка Oppo на 65 Вт. На Neo 2 выдает Super Dart. 11.11 взял за 790. Вообще бесплатно. Так, Николай С. Многие с пейджерами ходили, а тут Redmi 9A, требования стали завышены, много стало недоступно. Нужно теперь понимать, для чего вы именно покупаете смартфон, потом выбирать на обзоре. Да, то есть если это смарт до 10, это по-любому существо, назовем это так, которое будет постепенно умирать, притом 7-мильными шагами, если его грузить. Ну, говорю, в этом-то и смысл, что люди разные. Смотрим, сколько он нам показал. Кстати, вот за стабильность ему лайк огромный. То есть почти, опять же, 700 тысяч баллов. И он хорош. Еще раз погоняю.
Дальше, не забываем прожать лайк, не забываем, что сегодня мы собрались Mi Mix 4 жарить, это раз, и 2, общаться по поводу розыгрыша, а потом разыграть 5 Mi Band'ов и 2 часов. Сегодня забрал GTS 2 Mini, пока доволен функционалом. Отлично. Саня в личку не писал, а я выиграл, я не знаю, Союз. Посмотри стримы. Говорю, прям нервируют меня вопросы, где мой... Я начинаю сразу в панике искать в сообщениях, кому я что не отправил. Союз. Сегодня, плиз, чаще делай обзоры на лайв-канале своих любимых вещей, связанных с Китаем. Сумочку и курточку уже заказал. Окей, но и на основном канале тоже был обзор на ленинговские шмотки. Очень советую посмотреть, потому что я вообще планировал его на лайв выгрузить, а потом подумал, что... Ну, ввиду того, что я их правда юзаю, то есть до такой степени они мне нравятся, а я не считаю, что это прям панацея, и ты побежала и стал покупать, но у меня про них постоянно в обзорах спрашивают. И я знаю, что это большинству людей не идет, я знаю, что я взрослый дядька, и какие-то вещи мне не идут, но вот сейчас я скинул, кому интересно, можете потом ленинг посмотреть. Александр, вы этот Xiaomi Mi Mix 4 купили или где-то взяли на время? Я его купил еще в сентябре. Через перекупы в Китае, обошелся он мне в 105 тысяч. Ты где-то взял. Я не беру нигде на время. Что это за вот... Я прям зол. То есть мне типа вот дают смарты, они все, там, Poco X3, еще что-нибудь. Торчит чертову тучу времени. Я не знаю, стопку какую сделать вам. Какую мне стопку сделать вам, чтобы показать, что смартфоны, даже не те, что у меня, не все валяются. Давайте еще этот. Еще этот можно. Кстати, этот. Я не беру на время смартфоны, я их покупаю. Вот. Если я беру на время, я об этом сообщаю. Но мне кажется, это не то. Я говорю, не совсем как бы сформулировать правильно. То есть идеальный вариант, конечно, да, когда человек покупает себе смартфон и потом рассказывает о нем. Но, и прямо он основной у него вечно. Но для этого он должен быть прям вечно основной, это раз. А два, вы должны понимать, что при любом раскладе у этого человека только этот смартфон. Он не может посмотреть через призму чертовой тучи мобилок на одну мобилку. У него все равно будет ощущение того, что он принял правильное решение. Это решение идеально, оно никаким образом не может поменяться, потому что он отдал, там, не знаю, ну, максимум, что он мог отдать за смарт, и все. Если я хожу с iPhone 13 Pro, я могу говорить, что это хлам, который греется до 50 градусов. Но он выгружает просто великолепные фоточки и видео в инсту. То есть лучше его видосы в инсту ничего не выкидывает. И с него отлично писать на Rode микрофоны аудио. Прям великолепно. У него специальный кабель есть с Lightning. Если я хожу с Samsung для того, чтобы его постоянно перезаряжать, S21 тоже. Убогий чехол, видите? Вот такую, с такой штукой я хожу. Так вот, он маленький, мне приходится его часто заряжать. И зато у меня все девайсы от Samsung довольно легко можно тестировать. Huawei по 50 Pro. Сейчас он у блогера, который у меня его попросил. Для сравнения, опять же. То же самое. Но я буду ходить, говорю, как только мне придет чехол, я буду ходить вот с этим делом. Это Pixel 6 Pro. То есть вот с ним я хочу походить, я хочу довести себя до состояния аффекта, чтобы его чаще вспоминать на стримах и говорить, какие у него еще глюки, потому что, опять же, те, кто яблоко имеет на руках сейчас, большинство не соглашаются. У меня 13 Pro, он подглючивает, он подвисает, у него проблемы с сенсором, у него проблемы с... Бывает разрядкой на морозе, притом конкретной. Я не собираюсь делать какой-то супер-мега обзор разоблачения. У меня есть обзор по недостаткам и... Ну, вот такие вот девайсы. У тебя только смарты там на миллион. Может, ну, не... Наверное. Если все собрать по дому, то, наверное, будет. Кресло, пойди, у тебя тоже Xiaomi? Нет, Роман, у меня кресло из IKEA обычное абсолютно. Кресло мне предлагают американцы какое-то на обзор. Я понятия не имею, зачем. Я им написал, что окей, но нулевая целесообразность, потому что оно стоит, по-моему, $600. От стола я, кстати, отказался. Русские 2 раза предлагали. Но у меня икеевские столы тоже. Не знаю, а зачем мне про стол рассказывать? Я подумаю еще, но пока нет. Я же не с претензией, я в каждом комменте так пишу. Союз, я так каждый раз думаю, где ты выиграл. Я тебе говорю, когда мне такие штуки пишут, у меня паника. Не забываем прожать лайк, написать, у кого какие вопросы, постараюсь всем ответить. Саня, какие-то компании вам нравятся больше? TikTok.
Разумеется, мне нравится Xiaomi, потому что у них можно даже кружки купить утрированно. Ну, не утрированно, но в прямом смысле. То есть меня прикалывают всякие очки, которые у них можно купить. Меня прикалывают часы, которые, понятно, что Amazfit, они не прям родили их, но они находят какие-то компании, которые потом выпускают очень классные вещи. И Xiaomi в этом смысле молодцы. Meizu мне безумно нравится, как делают наушники. То есть я не зацепил бум их телефонов, меня тогда не было на YouTube, когда я пришел на YouTube и стал покупать телефоны, у них уже был только шлак, я по-другому не назову, потому что у них нулевая поддержка. Смысл мне покупать Meizu я не вижу вообще никакого, что я потом с этими телефонами делать буду, ничего. То есть они у меня будут складироваться, если это складируется, я могу в любой момент продать, это Poco, там Xiaomi, Pixel, Huawei, еще что-нибудь. Это дело никуда я не смогу деть, к сожалению. Так, сейчас 5 секунд, у меня нет понимания. Ага, понятно. Что еще? Я не победил. Lolred, опять же, максимально глупый вопрос. До такой степени лень прийти потом и посмотреть в описании. Не в описании, а в прикрепе. Розыгрыш был? Нет еще. А что, за что выложил промокоды на 1000, очень пригодились. Камир, я очень рад. 1000 от 2 был вообще жир. Халат, что Meizu загнулись. Да, печаль. Android. Дмитрий, да, Xiaomi молодцы, что все что угодно у них можно найти. Одежду и смарты и сумки. Яблоко зло. Про кресло я ответил. Кресла геймеры разные покупают себе, это точно. Стоит ли покупать матовую пленку с экрана телефона или стоит ставить пленку с завода на телефоне? Однозначно лучше менять. Я еще заводскую пленку топовую ни разу не встречал. Розыгрышей еще не было. Дальше. Добрый вечер. В обзоре 2T Dimensity 1200 говорили, что есть DC-диминг. Может ли он появиться в Nord 2? Понятия не имею. То есть делать заявление о том, что я не знаю, может. Возможно, все. Возможно, комета завтра упадет. Я очень часто ошибался, допустим, с глобалкой. Mi Pad 5 Pro я так и не понял, появилась глобалка или нет. Но я говорил, что не появится. Ну, не в ближайшее время. В ближайшее пока вроде не появилась. Но мне уже в комментариях где-то под обзорами писали, что появился. Появилась глобалка Mi Pad 5 Pro, я так ее и не нашел на Али. Что думаешь по новым букам от Honor? Думаю, что это оверпрайс, но я сыну купил Honor Magic Book Pro X. И я скидывал его за 62 тысячи, мне он очень понравился. Женька, привет. Кстати, не планируешь делать обзоры на комплекты умного дома? Мне, по-моему, 3 года уже спрашивают об этом. Мне даже производитель TCL писал как раз сегодня с просьбой рассказать об их умном доме. Я не знаю, друзья, что я могу рассказать. У меня 9 ламп Xiaomi только в студии. Что ими можно управлять с телефона? Серьезно? Что их можно объединить в одну, настроить сценарий? Зачем? То есть те, кто шарят, те, кто разбирается в данных вопросах, они разбираются в разы лучше, чем я. Не знаю. Салфетку выслали, мастер, не то, что я я 2 заказывала, она уже обе салфетки в Петербурге скоро заберу с почты. Будешь ли делать обзор на коптера от Mavic? У меня 2 обзора на коптера от Mavic, и они не особо зашли, я подумаю потом. Дальше, салам, бро, в какие игры играешь? Танки, PUBG чуть-чуть Genshin. И когда-то я 2,5 года жизни просто спустил в одно место, играя в Clash of Clans. Вот. Саня, привет, всех благ. Дводненко, привет. Всем привет, мне срочно хочется что-то выиграть. Что мне делать? Читать. Научиться читать это раз. А дальше все сложно. Дальше нужно уже в описание лезть. Дальше. Смотрим. Вот такую вот штуку я купил сыну. Мне было просто безумно интересно, что там внутри. Это не пиар, они стоили по 18 тысяч эти приставки. Пришлось потом купить картриджи. Картриджи я покупал на Авито. Сегодня я попытался купить плойку за космос деньги, но по мне это адекватно. То есть где-то неделю назад я пытался купить плойку, дешевле сотки я не находил. Сегодня я нашел за 80. Вот, за 80, ну плюс я еще какие-то допы покупаю. Понятно, что я кормлю этих перекупов. Понятно, что я полгода кричал, что я ничего не куплю так. Я попытался заказать это из США. Из США тоже какой-то головняк. Я посчитал, сколько там таможни. Если брать за 80, даже у этих бессовестных людей, которые, в принципе, просто делают деньги, как, наверное, и большинство, и не хуже делают деньги, чем те, кто занимаются копанием, переноской всяких штук. Ну, как бы их право.
Меня просто умиляют магазины, которые это, получается, потворствуют. Ладно, черт с ним. Возможно, о ней я тоже расскажу. Если о ней буду рассказывать, то Xbox куплю. А вообще, Новый год скоро, и мне, сыну, надо как-то его порадовать, помимо ноутбука. Стабильность — признак просто очуменного мастерства, потому что в этом смысле Mimix 4 сейчас бьет все рекорды. Он дает одинаковое количество баллов в Antutu. Да, на пике 801 он даже не показал сейчас никому из нас. Он мне показал только, когда он был холодненький. Но вот так. Здорово, Huawei Watch GT3 предзаказал? Не. Вчера, а все уже закрыт предзаказ или нет? А зачем? Опять я буду пиарить этих уродцев, у которых половина ничего не работает. Ага. Дай-ка посмотрю. Купить. Предзаказ есть. Черный, белый, черная ночь. Черный, коричневый. Наверное, надо предзаказать. Еще фрибатсы дарят. Зачем мне фрибатсы? Вот зачем мне фрибатсы? Ну, я еще подумаю. Спасибо большое, кстати, за напоминание. Ник Викрус, вот благодаря таким, как ты, у меня и существует канал в таком объеме. Я не шучу, друзья, когда вы напоминаете мне, что вы хотите увидеть, мне ничего... Посмотрит 5000 человек, окей, 10, окей. Для меня как бы тонкая красная линия — это десятка. Вот. То есть, если меньше 10 тысяч там за месяца два, это уже совсем все плохо. Если примерно так, то все не критично, все возможно. Вот. Сегодня, кстати, еще раз повторяю, что будет обзор на великий и ужасный смартфон Redmi Note 11 Pro. На Pro Plus уже был обзор. Кстати, он у меня здесь тоже лежит. У меня столько смартфонов, надо, наверное, собрать. Вы хотите какой-нибудь стрим, мега-сборник смартфонов от Sony, там 50 штук? Или потом меня найдут реально в Мурино, все-таки пробьют мне голову. Спасибо за прожарку Mimix 4, на предыдущем стриме просили, и вот подъехал годный контент. Как могу, так и делаю. Здесь, говорю, основное 3D Mark я показал. Мы еще, разумеется, поставим его на 100 потоков хотя бы на часик, но он нестабильный вообще. Фрибатсы для розыгрыша. Да, как вариант, Тихомир, кстати. MSFit GT в 2022 годно или уже не актуально? Смотря для чего. Повезло сыну с папкой, только ноутбук. Роман, но мы стараемся обеспечить детям такое же детство. Где-то не повезло. У меня машины нет. Как мне говорит сын, папа, у меня во всем классе машина. Но, скорее всего, на следующей неделе, в пятницу, мы слетаем в Стамбул. Просто в выходные. Я давно хотел летать. Чтобы вы понимали, это недорого. То есть, опять же, это не пиар. Самолет из Петербурга в Стамбул 5000 рублей. То есть, в Сочи дороже полететь. Билет туда 10, обратно 10, и там 20. 25 на отель. То есть, можно на выходные или реально на Сорокет слетать. Я понимаю, что людям, у которых, допустим, зарплата ровно 40, это тяжело финансово. Но я, во-первых, древний очень. Во-вторых, я уверен, что есть кто-то, у кого ЗП выше моей доходности в раза 3 сейчас на стриме. Поэтому я думаю, вы понимаете, о чем я. И когда ты 20 лет был вот так, с секреткой, потом возможность слетать в другую страну, просто взяв загранпаспорт и поехав в аэропорт, это круто. Ну, вы не поймете мою радость. Саня, мои сообщения не читаешь специально, что с Realme S25s, C25s. Иван, нет, я просто постепенно сейчас буду все читать обязательно. Я как-то увлекаюсь всякой лабутенью. Realme S25s был замучен мной. В принципе, все готово, и я думаю, до 6 числа Realme S25, C25s будет на обзоре. На обзоре будет один Samsung дешевый. И, может быть, еще один дешевый Samsung, а потом я выгружу топ-10 телефонов до десятки. До 11, плюс-минус. Ну, как раз сейл последний будет, кто захочет, тот дешевый возьмет. Дальше плюсики, спасибо. 50 смартфонов, конечно, это тема, да. Виктор, можно, даешь мегаобзор. Люди, кто может дать ссылку на кружки от Xiaomi? Гроза, верхняя ссылка, польза нет скидки. Там есть эта кружка. Открой ларек с витриной из мобилы с ценниками. Обязательно стрим. Стрим будет 8 часов, если 50 смартов, я за. Ну, может быть. Какой лучше или актуальнее купить жесткий диск или какие форматы сейчас идут? Понятия не имею. Опять же, мне тащить его на M2, любой SSD. То есть они плюс-минус одинаковые. Это знаете, как разоблачение по поводу их возможностей. Но по мне, самсы все равно делают лучшие SSD-шники. Есть какие-то лучшие, трансидовские, ну не знаю. Недалеко они ушли. Все топчется на месте пока.
Сколько у тебя сыну лет? 8, будет 9 скоро. Какой лучше, актуальнее купить жесткий диск, и какие форматы сейчас уже ответил. Доброго вечера, Артем, привет, мы Mi Mix 4 жарим. Стоит ли покупать Pixel 4 BU? Однозначно нет, потому что он будет разряжаться очень быстро. Смотрел стримы, Redmi намертво завис, MIUI. Соляви. Пенсионерам-инвалидам не получается путешествовать. Олег, ну, к сожалению, да. Но опять же, блин, ну это же не моя ответственность, правильно? То есть я сейчас сижу тоже не в пиджаке и не на Мальдивах. Я живу в Ленобласти, друзья. В Ленобласти, даже не в Петербурге. И свои 20 лет зеленым человечком я оттарабанил. Ладно, 19. Привет из Сочи, привет, пацифист. Хорошо тебе вообще можно никуда не летать. Плойка какая? 5-я придет. Интересно, будет ли с PS4 переходить? Вячеслав Николаевич, плойка будет с приводом. И опять же, я с человеком договорился, может он не привезет завтра. То есть деньги есть, он сегодня должен был привезти. Ему не привезли из магазина Sony. Он накидывает тридцатник, плюс еще я у него покупаю аксессуары. Все стандартно. Дальше, как относитесь к Озон доставке? Уже ответила Оксана, что они мне доставляют почему-то те товары, что мне нужны по 4 месяца. Для меня это перебор. То есть даже вкусные цены не перебивают возможности получить это что-то быстрее. Плюс у них нулевая гарантия, если вы через что-то заказываете, через них из Китая. Там просто свод правил такой, что из разряда твои проблемы, ну кратко, по диагонали можно написать, чувак, твои проблемы. Хочешь заказывай, но это будут твои проблемы, все. Александр, бываете на футболе на Зените? Алексей ходил, сейчас не хожу. Чем занимаетесь в плане работы? Гроза, как я говорил 4 года и повторяю несколько раз, как и когда начинал. Но мне кажется, что неразумно спрашивать у человека, что ему дает доход, чтобы что-то делать, если никто не говорит. Ну, неразумно говорить, что у тебя получается, потому что все будут этим заниматься, правильно? Вот, это честно. Но я не как некоторые думают, я не сдаю квартиры. Я сдаю квартиры, но это не основной доход. На это бы не особо проживешь. У меня есть знакомый даже, который снимает квартиры на длительный срок, понятно, с возможностью пересдачи на сутки. И вот у него, по-моему, квартир 8 в центре Петербурга, но это такой головняк. У него там несколько программ, чертова туча людей и не такой космический выхлоп. Будет интересно посмотреть обзор на PS5 от Sony. Дмитрий, для меня самое интересное, наверное, будет в этом обзоре, честно, это эмоции. Потому что когда ты долго и упорно выделываешься, а я выделывался так же, как покупкой OnePlus R, который в итоге купил, OnePlus RT, который я выделывался и в итоге один черт китайской версии купил. Так же, как и плойки, я орал, что я не буду платить перекупом, но меня нагнули. То есть, либо у меня у сына не будет плойки, либо я заплачу овер дофига. И тут либо понты, либо у сына будет плойка. А единственное, зачем она ему нужна, даже не играть, а чтобы сказать в школе, что у меня есть плойка. Все. То есть, я уверен, что он играть не... Хотя в Switch он играет. То есть, вот это дело ему, особенно футбол, FIFA вообще зашла. Вот, на телеке не хочет. Ну... Поймут только, наверное, папы. Папы это дело поймут, хотя я не генофил. Welcome. Дальше. Ты же продаешь смарт БУ, давай на Авито у тебя буду брать. Как там тебя найти? Максим, история очень свежа, но бесполезна. Потому что все подписчики, что меня находят, кроме одного, который попытался купить Pixel 3, ему он не дошел, остальные выносят мне мозг, и я их блокирую. Потому что вы смотрите обзоры и покупайте потом у кого-нибудь, проверяя телефоны. Не задавайте миллиард вопросов. Если вам скучно, приходите на стримы, мы здесь пообщаемся. Какой твой любимый район в Санкт-Петербурге? Разумеется, московский. Разумеется, я там жить не буду. Очень хочу в башне в Москву уехать, но не факт, что получится. Чисто не материально, а чисто с точки зрения, что может быть это и правда не мое... Я пока не знаю, где мое место. Меня здесь пока все устраивает. Это ужасно звучит, когда ты живешь рядом с метро у Мурина, и ты говоришь, меня здесь все устраивает. И работа у тебя рядом с метро. Я вчера, допустим, поехал по делам серьезным, поехал на такси, оказалось 1:30, а обратно приехал за 40 минут с другого конца города. 41 минута, я очумел. Вообще другой конец. То есть раньше на машине пришлось бы ехать часа 3. Привет всем удачи, хорошего настроения. Андрей, тебе привет. Плойка это не для волос. Руслан, это PlayStation 5 с возможностью вставлять Blu-ray диски. Вот. Игруха. Понятия не имею, как я буду это делать. Скорее всего, это будет слегка колхозный обзор, но будет.
Дальше. Взяла бы Xbox с подпиской Ultimatum Pass на 3 года за 3000. Круто. Артем, рассказываю. Также считаю не брать РТ. Просто смотри, в какой я простой ситуации. Я вижу, что остается 6 смартов на Али РТшку. Мне пишет подписчик. Пишет: Саня, ты, конечно, очень крутой понторез, но если завтра не выйдет глобалки, либо ее сметут, ты просто останешься без девайса. И я, как бы, да, закатал обратно губу, забыл про свои понты, потому что контент дороже понтов. Купил смарт. Соляви. Я не советую покупать РТшки на китайской версии. Вам придется их перепрошивать. Что у нас получается? Он максимально, злобно, бесконечно стабилен. И еще раз, последний, мы гоняем его в стресс-тесте, по-моему, уже какой? 6-й раз? И он все еще выдает одни и те же результаты, хочу отметить. Этот маньяк хорош. 7 соток в Antutu. Вот это вот позор. Это топ по стабильности. Дальше надо было тебе искать фото, тебя быстрее искать, фото сделать, ахаха, а то в Москву укатишь и все. Да нет, кстати, со мной вчера человек поздоровался, подписчик, вот, было приятно. Уже второй с февраля, нет, третий. С февраля третий человек меня в Петербурге узнал. Уже так, серьезно, за 10 месяцев. Спасибо, а то год не смотрел, некоторые слова уже не понимаю. Все норм, Руслан. Я не рассказывал про плойки. А помнишь какие-нибудь приставки игры, как Atari Spectrum? Был Spectrum, был Subart, был Panasonic 3DO, была, разумеется, Sega, была Dendy, был 386, был 486, был первый Celeron и еще много всего было. Я еще захватил, когда в видеокарты можно было вставлять память. А датчик приближения на Mi Mix 4, обзор посмотри, пожалуйста, Артем. Артем, не разноси, вот мы общаемся же хорошо, видим, что он радует. Датчик приближения не радует у него, как у всего от Xiaomi практически. 1 миллион в Antutu будешь обозревать? Когда куплю, да, почему нет? Жалко, этого маньяка нет в глобалке. Вадима, она такая полуглобальная штука. То есть там английский язык. Но опять же, каждый делает сам для себя выбор. Это из разряда для фанатов. Миксы все равно купят, понимаете? Кому надо, они и так их купили уже. Стабильность — это показатель качества. Да, Джон, особенно учитывая процессор. Плойка для волос — это смарт на драконе 3 восьмерках. Ну, не всегда. Саня, ходишь с обзорами вокруг моего дома в Мурино. Я тоже как-нибудь поздороваюсь. Окей, Розарио. Саня, с чего ты начинал свой канал, и основной ли это доход? Пока нет. Начинал я канал с того, что я купил что-то на Бангуде. Но самое темное, первый обзор на MSFit Pace был. Я первые 4 обзора сделал, чтобы мне Banggood дал баллы. В итоге он дал мне по 50 баллов. Я почему-то думал, что у меня такие обалденные обзоры он повесит на страницу, появятся просмотры. Сам я YouTube до этого смотрел только один раз, чтобы посмотреть, как плитку правильно класть. И все. И потом я сделал обзор на эти часики, на MSFit. Это первый обзор остался на YouTube. У меня на канале «Польза» основной. И все, и начал пилить обзоры. И туда энергия уходила. Ну, мне кажется, что я вот за счет этого, наверное, и вырос. Потому что я рассказывал о тех вещах, которые покупал под себя. Будь то ручка, еще какая-нибудь лабутень. То есть, ну, когда ты шопоголик, у тебя глаз становится в каких-то моментах алмазом. Ну, я так считаю. То есть сейчас я скупаю много чего и в основном критикую. Но у меня есть возможность это делать. Раньше такого не было, к сожалению. Вот. Раньше надо было покупать активы, чтобы потом можно было страдать пассивами. Первый на коврик для мышки. Нет. Первый не на коврик для мышки был. Коврик для мышки чуть ли не 10-й был. Как не печалиться, если не покупают телефоны с Али, хоть и цены низкие? Почему? Карим, да пусть не покупают, пусть покупают в ритейле. Какая разница, где их покупают? Розарио Агро еще никто не убегал. Да, жаль, мне тоже до сих пор не отправили GT Neo 2. Первый был в 2004 году после школы курсантом Motorola. C200, потом раскладушка, тоже Motorola. После школы курсантом?
Наверное, после академии, Руслан. Либо после кадетки. Либо после Суворовского. Ну, в Суворовском не курсанты. Как учился в школе, с какого класса ушел? Ни с какого не ушел. До 11-го доучился. А-ля физмат. Единственная тройка русский был. Так, средний балл 4,9. Перевыделывался перед выпуском. Поступил в несколько институтов, включая Политех, ЛИТИ и Бонч-Бруевича. И в позорные, в которые не нужно было идти мне лично, потому что это не мое было, но я пошел. Вот, не будем об этом. Когда-нибудь я буду морально готов и расскажу, куда я спустил 20 лет жизни. В никуда, спойлер. Поэтому, когда мне люди рассказывают, что вот там я, это там 2 года зря делал, это... Я 20 лет. 20 лет я просто спустил. Вот. Ну, параллельно, ладно, окей, что ты всегда мутил, но это все равно тяжело. Такой подход к обзорам правильный, все как для себя. Спасибо, Артем. Купил ноут Honor V700, как думаешь, норм? Hunter, смотря за какой ценник. Еще раз повторяю, я оноровские ноуты, по-моему, покупал друзьям раза 4 на Алит, потому что они боялись. А по поводу сыну я купил в итоге Honor, вот этот вот Pro X, я скидывал тоже. Hunter 700 это игровой смарт, и вариантов у них очень много. Брал на Алишке, нет? Какой ценник был, интересно? Потому что игровые на Али улетают только в шум. То есть они только появляются с мили. 79 тысяч, вообще норм. Прям демократично. Мне придется... Не буду вас банить, чил, но давайте не будем рекламировать человека, который рекламирует TCL. Окей, Андроньюз рекламирует TCL. Смартфоны. То есть с этого момента мне плевать на разборки миллионников. Там кто-то дружится, кто-то не дружится. Они друг другу привели по 300 тысяч после того, как начали друг на друга гнать. Но один не может зарядить OnePlus быстрее, чем за 2 часа, который заряжается за 30 минут. А второй TCL телефон во время Черной пятницы рекламирует вместо того, чтобы рекламировать тот же Poco, который сейчас разыгрывает. Но это как бы 2 уровня днища. Опять же, это для меня как для юзера. То есть у меня абсолютно другой контент, у меня абсолютно другая аудитория. Я уверен, что и их смотрят, но конкретно для меня, как для пользователя, потому что у меня много уже просмотров. То есть меня смотрят в день, не знаю сколько там, в день я не знаю, 80 тысяч человек. Это немного с одной стороны. С другой стороны, по количеству просмотров на канале я не намного меньше их. То есть в разы, но не в десятки раз. И эти люди реально дезинформируют. Это вы понимаете, допустим, что TCL это телевизоры. А из 160 тысяч человек, которые посмотрели этот обзор, который вышел как раз во время распродажи, где-то там, не знаю, 5000 реально купило это дело. И как мне мой бывший сослуживец звонил и говорил, я такой смарт купил, там вообще цифры такие большие. То есть люди реально не понимают, что есть хорошо, что такое плохо. А большие дяди, которые могут сказать, что вот это вот плохо, и альтернатив море и дешевле, они пихают это дело. При каких условиях, я реально прекрасно знаю, и вы прекрасно знаете. То есть принесли бабки, дали смарт, вовремя расхвалил. Но это днище. Но он такой большой, что он может хвалить Sony, может хвалить Samsung, может хвалить айфоны. То есть любую фигню, которую бы он, как абсолютно разумно зарабатывая на свою команду, на деньги, это его заработок. Но вот то, что дно рекламировать, это перебор, опять же. Разыгрывает-то он не TCL, он не хочет, чтобы эти 3 человека сказали, что вот мудак, разыграл нам 3 хлама, и потом писали ему отзывы. Он разыгрывает нормальные смартфоны. Что-то как-то опять эмоции, да? Для 200 человек очень, очень зря. Простите. И говорю, я просто очень близко к сердцу отношусь к распродажам. То есть я сам во время них покупаю, вот так вот сижу в корзинке себе, перелистывая, что хорошее. Там, зачем? Моторолу я так и не купил. Хотел Моторолу купить люто, потому что меня просто достали. Я понимаю, что это кирпич. Ее на Авито просто чертова туча этих смартов, их никто не покупает, потому что у него оболочка заочно мертвая. Но у них фанаты есть, мне интересно, мне охота их. И все равно Motorola лучше, чем этот хлам. Motorola Meizu лучше, чем вот это вот Юмидиджи, еще фигово туча. Опять же, если ты можешь рассказать, но нужно упоминать чертова туча аппаратов, которые лучше покупать вместо него. Мат. Дисбаланс, где мат?
Напиши. Я вырежу. Вода за деньги, да. Саня, благодаря тебе тоже стал шопоголиком, всем близким купил самые лучшие подарки, на Новый год вложился по максимуму, а себе решил ничего не покупать, пока не решил, что именно хочу. Дмитрий, нет, это называется не шопоголик, это называется покупатель с мозгом. Себе-то ты ничего не купил? Карим, ну не будем так писать, но окей. Где мои подарки? Дмитрий, я не знаю. Спросите там, где вам должны подарки. Саня, подскажи, смарты на китайской прошивке норм брать или лучше всегда ждать глобалку Realme GT Neo 2T? Черт знает, будет глобалка или нет, надеюсь, будет. Но как произошло с Neo 2, кто-то успел глобалку купить. Neo 2 норм вообще аппарат, прям бах. Вот, а кто-то не успел, и сейчас они по 26. А китайские можно было за 20 с половой купить. И Саня, не выражаемся. Иван, так я что-то сказал или нет? Извините. Если сказал, извините. Вот, все. Первый мой мат на канале и позорище мне. 695 тысяч. Норм. Что мы делаем дальше? Мы понимаем, что Антуту не победить. И я очень хочу дать ему чуть-чуть выдохнуть. Почему? Потому что он с перегревом не лютым, но мы сейчас проверим. Потому что тротлинг-тест он завалит и без того, чтобы он сейчас был горячим. Крутые очки. Саня, не выражаемся. Уже прочитал. Союз советских через приложение не ищется с компа. Так. 41 градус. Да немного. 42 максимум. 5 секунд. Еще, может, поищу теплее где-нибудь. Может, с фронтальной стороны. 44. Кратко. Самое интересное. С лицевой стороны у него температура выше, чем с тыла. Чем со стороны крышки. Это не очень хорошо. 44,6. Я успел на Neo 2. Поздравляю, Саня. А на Explorer какая такая же прошивка, как и Neo 2T? Вроде бы да. Но у меня сейчас Explorer, опять же, у другого блогера. Я его дал Huawei, несколько Realme. Я, кстати, ему 2T тоже дам. Пусть снимет. Альтернативный обзор. Большой. Саня, в прошлый Новый год ты встретил вместе с нами на канале. Какие планы на эти новогодние праздники? Я не знаю пока. Решим. Наверное, с семьей. Потом, может быть, или перед, может, что-нибудь разыграем. Я думаю, по-любому что-нибудь разыграем, пообщаемся. По поводу, опять же, Нового года, там была история, что я стримил дома. Может, я буду стримить дома, как вариант. Xbox с двумя джойстиками, понятно. После плойки. Плойку куплю потом. Саня, ты специально мои комментарии не читаешь? Ладно, буду искать ответы сам, впрочем, как и привык. Нет, не специально. Видишь, прочитал, Союз. Брал 11-го, мне отправили 25-го. Это еще неплохой вариант. Мне отправляли 49 дней Xiaomi 11T Pro. 49 дней. До последнего дня этот подлый продавец посылал мне этот бедный смарт. Где он у меня лежит, кстати? Ну, упаковку вот под Pro 2, который я купил. Для того, чтобы сделать обзор, пока тот шел. Потому что это уже ни в какие ворота не лезло. Алекс, его мы не вспоминаем. Почему? Потому что не вспоминаем. Мы вспоминаем здесь только миллионников. Нужно равняться на крупнейшее, либо не равняться. Купил 9R за 29 с растаможкой. На Авито не покупают даже за 30. Думаю, придется им пользоваться. А как сейчас имею Pixel 3, у кого лучше камера? 9R за 29 это не дешево. Welcome. То есть как бы это не дешево. И опять же, сейчас пока нет кризиса, вы не понимаете, что сейчас все покупают. То есть пройдет неделя, через неделю уже начнут брать. Во-первых. Во-вторых, у вас непроверенный аккаунт. Вот у меня, допустим, аккаунт так себе, народ рассчитывает чуть ли не на халяву покупать телефоны. Вот и все. Поэтому очень часто у меня уходят они в личку кому-то. То есть знакомые звонят, я продаю им. Так, я вернулся. Смотрю тебя, Санечек, с 2 аккаунтов, с телефона и пишу. И второй на телеке через Mi Box. Спасибо большое, Николай Сериков. Саня, что скажешь про JBL наушники? Юрий, мой опыт общения с ними ужасен. Оверпрайс, всегда. Терену 200 урвал за 2300, норм. Можно было дешевле. Хотя, наверное, дешевле нельзя было. Провокатор. Саня, будут ли в ближайшем будущем распродажи? Хочу глобалку Redmi Note 11 Pro, когда ждать? Первое, глобалка не знаю когда. Второе, сейл 6 числа. Welcome. Телеграм-канал со скидками, верхняя ссылка в описании. Подпишитесь, там уже, кстати, есть информация, по-моему. Я вроде скидывал. Может, не скидывал.
но я ее готовил. 6, да, уже все на месте. 6 числа в 11:00 до 11 числа будет сейл. Очень надеюсь, что у Али продажи плохие. Я прям уверен, что у них плохие продажи, поэтому они так плотно делают сейлы. И если плохие продажи, знаете что? Мы получим опять мега крутые промокоды. Поэтому в этот раз я буду морально готов. Я почему-то к Crazy готовился 3000 от 8 в этот раз, как в Black Friday, как и 11.11, а получилось 1000 от 2, 2 от 5 и 1000 от 3. Но я все равно все изюзал. Тренд 300, норм. 1.02 секунд начинаю смотреть, там мат, точнее не могу сказать. Все, спасибо. 1.02.30, это я вырежу. Спасибо. Дисбаланс, очень жаль, что меня прорвало. 20 лет и на пенсии, конечно, да. Уже давно. Дальше пропустил мой вопросик. Дмитрий, проще его дублировать, чем говорить, что я его пропустил. Так, какие бывают крупные распродажи, кроме 11.11 в течение года? Эмиль, есть крупные, это 11.11, день холостяка. Black Friday 25 до 30, она длинная идет, Черная пятница, там идет и сразу киберпонедельник, но я как-то в этот раз киберпонедельник не заметил. И, в принципе, все. Но у Али политика поменялась, у них какие-то сейлы летом были ужасные, ежемесячные, а сейчас каждый месяц нормальные достаточно распродажи, я не знаю, они демпингуют. Почему? Потому что у нас родной ритейл очень-очень серьезно окреп, и за счет того, что этот ритейл окреп, благополучным образом что произошло? Правильно, появилась конкуренция. И так как появилась конкуренция, стало все хорошо. Привет, Александр. Наушники прилетели и пропали. Что может быть? Понятия не имею. Может, на таможне пропали. Они не могут просто пропасть. На сортировочном центре. Не забываем прожать лайк. Будем сегодня разыгрывать GTR 3 Pro, TicWatch Pro 3 Ultra и 5 Mi Band. Купил наушники КЗ ZSX за 2000 рублей на 16 драйверов. Да хоть на 34. Ну хорошо. Гибриды так гибриды. Спасибо за контент, дядь. Провокатор отписался ото всех. Смотрю в основном тебя. Привет с гостинки. Провокатор, не-не-не. Моя миссия не в том, чтобы отписывались от кого-то и смотрели только меня. Я с удовольствием буду знать, у кого какой контент. Просто говорю, очень многие, кто делал реально вдумчивый, интересный контент, не продающие, они сейчас уходят в плоскость, черт с ним продающий контент, понимаете, черт с ним, с рекламой Самсунгов и всего остального. Но у Самсунга, окей, у крупников нет денег, но ты рассказывай про них все равно. Не пытайся ты срубить с днища китайского денег, ну это как бы перебор, они слишком большие для этого. Вот. А если ты что-то тестишь, у тебя же есть чертова туча людей. Дал им протестировать какие-то мелочи. Лень тебе в PC-марке погонять, лень зарядку поставить. Для этого у всех же не один человек в штате. Вот. Я про это говорю. То есть в целом никаких супер претензий у меня к кому-то нет. Ну, просто чтобы совсем смотреть. Я реально, вот мое мнение человека, который обзоры делает на телефон, снимает на телефон чертову тучу времени, 4 года. Я хочу отметить, что DxOMark рейтинг, он оригинальный, ну как бы, вот я с ним согласен, всегда. То есть у них такое количество тестов, понимаете, что нельзя сказать, что они не правы. Да, можно все обыграть так, что в каких-то сценариях выбрать отдельные тесты, где одни телефоны выигрывают, другие проигрывают, но они-то прогоняют их полностью не только на штативе, не только стоя, не только с хорошим освещением, не только с плохим, с перепадами, с изменениями освещения. Вы же видите примеры, допустим, работы в роликах. Самое жесткое для камеры — это когда я по лестнице хожу. Почему? Потому что освещение искусственное меняется, это раз, на естественное, и либо с естественного на искусственное, переходы эти, ну, когда зайчиков камера ловит. И вот это самое важное, а не идеальные условия, когда ты в студии, допустим, снимаешь. У меня, допустим, плохое слово, извините. У меня сегодня будет просто лютейше крутой обзор с какой точки зрения. Это был самый злобный user experience. Я в страшном месте записывал вход во время того, как уже солнце опустилось и рядом еще и стройка. Это не потому что лень, а потому что, ну, хоть что-то отличное от обычных условий. Увился, как думаешь, проплачен ли iPhone? Конст, я уверен, что нет.
Я прям на 99,9 в периоде уверен. Почему? Потому что это не unbox therapy. У него очень часто отписывают людей, у него крутят просмотры. То есть, если вы видите и думаете, а кто его смотрит, все очень просто. Допустим, мне предлагал вот этот вот бренд благополучным образом, чтобы я сделал им рекламу, а не обзор. И тогда они накрутят просмотры. То есть там идет цифра 30, либо 50, либо 100, в зависимости от твоих объемов. У Вилса, я уверен, как минимум 100 для любого обзора. Требования от него, что любой обзор он делает на любой девайс. И там, ну может не 100, может 30 где-то. Что сам производитель оплатит в AdWords рекламу. Плюс еще возьмет себе на официальный сайт. Это очень сложная система. Мне тоже иногда, ну, когда я там, допустим, был совсем маленький, мне все время было интересно, кто смотрит эти пылесосы, кто там смотрит еще что-то. Я там делаю обзор. Вроде бы не хлам, не хуже точно. У народа много, у меня мало. Это уже когда не маленький, я уже не маленький. Вот в чем магия, вот и все. Дальше у Сани лучший контент, изменить мое отношение к которому как нужно брать и где сколько. Дмитрий, спасибо. Да, у меня основная миссия, если честно, про выгоду. Вы простите, прямым текстом. Что-то случилось неясное, что-то случилось печальное, и придется еще раз его прогнать. Что за... подождите, мы ждали, когда он станет не таким горячим. Он уже не дико горячий, так что пусть мучается. Еще раз напоминаю, что мы с вами... Что делаем? Правильно, гоняем Mi Mix 4. Здесь будет печаль. 100 головок 60 минут, и он очумеет. Мы получим просто лютую пилу. Мне интересно, какие итоговые цифры будут в конце. Я думаю, вам тоже. Красная собака, норм, робопылики, Санчо, Роборок, конечно. Любые. 360, Роборок, Миджа, все вот эти вот Xiaomi-шные штуки. Какие-то Dream, но... В целом мне не нравится. Мне пресс-сценик, обзор на который был вот там немного, по-моему, вообще 2000 просмотров было, с пылесборником. У меня дома стоит пресс-сценик. Я сам думал, у меня Миджи есть, а в большой комнате, ну, где спальня у меня, супруга серый. Я все время думал, что за пылик все-таки у меня. У меня сыну очень нравится на кнопки нажимать на этом пылесосе. Пресс-сценик, по-моему, правильно так. Вот. Так. 5 секунд. 5 секунд. Это много или мало? Не гоняй Mi Mix 4, пусть остается. Ну, нет, надо мучить его. Старт, извините. Извините, что не нажал. Огромное спасибо всем, кто пришел. Сегодня, в первую очередь, попытка душевного стрима и понимание того, есть ли смысл гонять смартфоны и общаться за жизнь. Еще раз, чтобы вы понимали, я не считаю, что мои мысли это люминий. Я очень часто не прав. Единственное, в чем я прав, и смотрите, всегда пункт 1 в описании, это телеграм-канал скидок, я разбираюсь в ценах. То есть у меня коммерсы семейства всегда было, и я не умею продавать, но я коммерс по покупкам. То есть я считаю, что я умею выгодно покупать. У меня нет другого выхода. То есть если я буду, проще говоря, покупать дорого, то я разорюсь, и у меня не будет канала. Но посчитайте, говорю, один топ телефонов, я с кем-то очень сильно ругался в комментах. Чтобы сделать топ телефонов до 20 тысяч, мне надо потратить 200 тысяч. До 15 еще 150. До 35 350. Ну или плюс-минус 300. И это весомо, это не наушники. Окей, наушники там 100 тысяч, 90 тысяч. Пусть у меня их там на 500 000, но это не так жестко. Смарты покупать реально жестче. И если их покупать по full прайсу, там можно делать x2. И каждый раз, когда я задаю себе вопрос, пойти в магазин по-быстрому, либо подождать с Али, к сожалению, я делаю вывод подождать с Али. Потому что это реально дорого покупать в ритейле. Это просто космос. Даже со всеми скидками, баллами, там, корзинами, еще чем-то. Иногда можно выиграть как-то, но я не встречал. Это очень редко. Я смотрю в основном техноблогеров, Андро не смотрю. Сначала
Эндрю, нет, он не засирает, он не рекламирует, он просто сначала отрабатывает деньги, а потом переобувается. Отрабатывает деньги, то есть ему платят за обзор. Потом он делает вывод, что нет, я там походил, и нет, все хлам. И 2000 человек, 20 тысяч человек, которые купила, вы просто тупые, надо было подождать. Но опять же, не все понимают эту систему. Я раньше делал тоже не камильфо, 10 причин купить, 10 причин не покупать после этого. Но, по-моему, по телефонам я все время их за это замучивал. То есть смарты я всегда хейтил. Еще больше, чем раньше, наверное. Сейчас, точнее, меньше чуть-чуть. Саня, где у тебя лежат наушники с обзоров? У меня. Кстати, вот по поводу смартов тоже. Мне кажется, самое объективное, что может быть, это вот мои съемки в гетто в этом. То есть народ там пишет, вот, плохое освещение, снимаю в студии, бла-бла-бла. Вы серьезно? Вы издеваетесь? Вы планируете телефоном снимать в студии только при хорошем освещении? Сколько там? 4 часа, 5 часов у нас световой день в Петербурге сейчас. Ну нет. То есть вы будете снимать вот в таком же режиме ошпаренной кошки, как и я. И это в лучшем случае, если у вас рука набита. В худшем случае вы будете еще закрывать динамик, у вас будет трястись что-нибудь, вы еще будете закрывать камеру частично. Вот так вы и будете 95% пользователей снимать. Другое дело, что это очень сильно бьет по SEO YouTube. То есть когда я каждый раз выгружаю ролик с примерами съемки, чтобы вы понимали, это акт ритуального самоубийства, особенно в начале. Потому что большинство людей уходит, они видят, что зашла картинка, что зашла звук, пошел я в топку с этого канала. Но мне так по фану и мне так нравится. Мне кажется, что вам, подписчикам, так заходит больше. Не забываем жать лайк. Я рассказываю эти штуки. Если не интересно, пишите, что Саня, хватит вот эту лабутень, расскажи про Mi Mix 4, который уже погиб. Кстати, я надеюсь, что вы видите на экране, что и у него уже мега плохо. В прошлый раз, когда я его гонял, было плохо меньше. Мы все живем в гетто, самая объективная съемка. Спасибо, Лурай, Саня лучший, физрук, спасибо. Так, стоп, что с донатами? Почему так и не сделал? Иван, честно, не до фигни. Извини за мой французский. Ну, сделаю потом. Ну, донаты, какие донаты? Там разве нет Donation Alerts? Нет, нету. А почему покупать здесь? А, ну все правильно. Нет, нету. Да ладно, черт с ним, с донатами. Еще раз сегодня напоминаю, что у подписчиков, которых, скорее всего, и не придут, Q3S я буду разыгрывать среди спонсоров канала Польза.нет. Их там, по-моему, 40 человек осталось. Вот. Но кто-то из 40 получит смарт. Может, потом еще какой-нибудь смарт. Видите, я нашел, куда девать смартфоны. А вы мне советовали. Туда, туда. Во! Тоже, считайте, раздавать. Там человек может куда угодно отнести. Я отходил, что пропустил. Эдуард, вообще ничего. Говорим за жизнь. Не забываем прожать лайк. Может быть, 4 соточки наберем. Понятия не имею зачем. Но! TicWatch 3 Ultra. Мне кажется, люди, которые в записи смотрят, их просто безумно бесит. GTR 3 Pro мы разыгрываем. Особенно, ну почему? Можно с другой стороны просто перелистнуть. 25 тысяч какой смартфон? Дмитрий, спроси у меня 6 числа, когда начнется сейл. Да начнется распродажа на Али. Вот когда она очередная начнется, я тебе скажу, что можно купить за 25. Пока, если я тебе скажу любую модель, ты мне после этого напишешь трехэтажным матом в личном сообщении, что Саня, какого черта ты мне советуешь смарт за 32 штуки? Вот. Саня, где лучше отслеживать посылки с Али? Заказал смарт, и отслеживание посылки из приложений не работает. Пусто, проще говоря. Я глупый или что-то с Алишкой? Лайн, я отслеживаю раз на почте, официальная, на почта, и где посылка, программка. То есть я туда заношу и туда. Потому что не все посылки, к сожалению, Алишка отправляет Почтой России. К счастью, не все посылки Почты России Алишка отправляет. Дальше. Какие у нас еще вопросы? Я тут спонсор, я пришел. Дмитрий не здесь, на основном канале, на закрытом стриме, все чин-чином, по красоте. Чтобы никто лишний не видел, кто выиграет, а то потом вас найдут еще. Салют, Саня, Сергей Перуев, по РТ. Есть инфа какая-то? Да, они кончались, я его купил. Даже китайские. Глобалка черт знает когда будет, можете бросать в меня булыжники. Я не хотел остаться без смартфона. Оправдываться буду я не знаю сколько. Это мой второй эпичный фейл. Мне кажется, у меня с OnePlus одни эпичные фейлы. Я еще кричал, что R не куплю. А после того, как я купил, я даже его не сильно захейтил. Но захейтил. Саня, как у Mi Mix карт камера фронталка? Лучше работать не стало? По мне нет. Ну, чуть-чуть. Те же тапки, только в профиль.
Дальше Саня Красава, донаты в топку, и нравятся товарищи, которые по 1000 подписчиков с горем пополам набрали и трубят: давай донаты, давай бабло. Давайте донаты, только не знаю куда. Куда-нибудь дайте донатов. Когда розыгрыш? Милый, любимый, как только я решу. Как только я решу. А вы можете просто идти куда-нибудь, а потом зайти и посмотреть в комментарии, кто победил. Мне трек 24. Можно трек 24, Илья? Альтернатив-то море. Везде реклама. Зачем сотрудники Почты России играют в футбол нашими посылками? Камир, а как им еще развлекаться? Своими посылками, что ли? Или вещами играть? Так, Саня, привет. Есть ли смысл покупать Huawei Watch GT 2 за 7000 рублей или переплатить за MSFit GTR 2? Однозначно Huawei. Welcome. Нет слухов про OnePlus 10 Pro. Есть, он будет, все. Я говорю, вот, у меня нет новостей. Может быть, когда-то. Я ищу второго оператора. Появится оператор, может быть, я здесь буду еще какие-то новости выгружать. Пока у меня нет таких мыслей. Не забываем подписаться на этот канал. Для того, чтобы, кстати, писать комментарии здесь, в принципе, общаться со мной, необходимо подписаться. Это довольно просто делается. Желательно поставить колокольчик, чтобы не пропускать подобного рода посиделки. Плюс, разумеется, розыгрыша. То есть это все кончится тем, что мы с вами разыграем TicWatch 3 Pro Ultra и разыграем GTR 3 Pro. Здесь ужасная программа, здесь лютый оверпрайс. Но вы получите это бесплатно, поэтому вам не важно. Не важно. Хорошо, когда не важно, правильно, такие вещи. Такие вещи для слабаков. Так, какие у нас еще остались нерешенные жизненные вопросы? Здравствуйте, Визус, привет! Когда будет обнована Radeon Note 10 Pro? Не знаю. Спасибо, значит, на распродаже возьму. Get, да, 20... Какого? 6 числа уже будет. Александр, как у Микса камера, уже ответил. Отношение к пупе. Что это? Отношение простое, я не знаю, что это. Ничего ж себе, они такие дорогие. Или недорогие. Я не знаю, что это за бренд. Да нет, это вообще какой-то трэш. Оверпрайс однозначно. Там телефончику плохо. Телефончику не просто плохо, телефончик загибается. Поэтому его поставили на час. Если умрет, вы знаете, куда ушел Mi Mix 4. Саня, iPhone 13 или OnePlus 9 Pro? Конечно, 13 iPhone. Вообще без вопросов. И не спрашивайте меня, почему. Потому что он дороже, можно продать и потом купить два OnePlus 9 Pro на распродаже. Доброго вечерка, стримчанского в радости. Universal, привет. Саня, есть ли смысл принимать участие в розыгрыше тем, кто не из России? Ну, если не хотите победить, то нет смысла. А какая разница, в какой вы стране? Можно уточнить. Для розыгрыша. Не решен вопрос по новому 2020, но он наступит по-любому. Не факт. Ну, может, для нас не наступит. И ладно. Молодец, тоже не самая легкая работа. Тося, хорошо. Будет ли лучше перейти с MSFit на iWatch? Если у вас яблочный телефон, то, конечно, да. Саня, посоветуй Wi-Fi роутер для квартиры 60 квадратов. Любой Xiaomi-шный. У меня два роутера, которые поддерживают. Обязательно проведите, кстати, гигабитный интернет. Очень советую. 800 мегабит хотя бы. AX360, по-моему, и еще тоже огромный. Я не знаю, почему я не сделал на них обзора. Притом они готовы. Вот. Red Magic 6R заказывал? Нет. Куда его потом дену, Алекс? Так буду праздновать. Он никому не нужен. У меня нет этой юной аудитории, которая будет хлопать в ладоши и кричать: какой новый игровой смарт! Ну нету. Ну мне интересно, тебе интересно, окей. Будет там 3000 человек, кому интересно. Все. Есть слухи про MSFit Stratos 4? 0. Мне кажется, им невыгодно их покупать, выпускать, чтобы потом у них ничего не покупали. Какой кнопочный телефон посоветуешь? Тот, который будет скоро у меня на обзоре. Скоро еще один кнопочный. Можешь сказать какой-нибудь жизненный лайфхак? Не пить, не курить, очень экономно. Сможете покупать много разных гаджетов. 12 лет. 12 долгих лет. Вообще ничуть не жалею. Пытался бросить кофе, на несколько месяцев бросил, так же как и сахар. В итоге меня сбила машина. И я подумал, что это единственные радости в моей жизни, какие-то такие вредные. И поэтому я пью кофе и ем сахар.
Саня, я спонсор канала, могу ли я выиграть тут среди спонсоров или ограничения? Конечно сможешь, но если ты спонсор основного канала, то на основном канале после этого стрима будет розыгрыш отдельно телефона. Вот. Эковакс не тестил? Нет. Куда нужны такие скорости интернета домашнего? Тихомир, когда у тебя есть 4К. Вот. Опять же, мы всегда делаем припуск, что если написано 800, ты получишь 400 с копейками. Когда выйдет Black Shark 5, каким будет прогноз? Наверное, сделаю на него обзор. На Black Shark это Xiaomi. Xiaomi посмотрит с горем пополам. Для чего нужен гигабитный интернет, уже ответил. Привет, купил уши Oppo NK-Free 2, а потом заметил, что нет aptX, но звук все хвалят. Как думаешь, насколько это критично? Я думаю, вам стоит посмотреть мои обзоры про наушники и успокоиться. Не пьешь и не куришь, брат, ты молодец. Технодроид, спасибо, и это не из разряда «я молодец» или нет. Это из разряда «я долго выпивал и долго курил», и мне всегда казалось, что это невозможно. Просто кто хочет бросить, это не к тому, что я молодец. Я не молодец, я свою жизнь опустил в трубу и вот только выпался недавно. Поэтому точно не образец для подражания, но возможность не употреблять вообще все. Понятно, наркота тем более нет. Она существует. Можно не быть хорошим человеком, легко. Можно быть, не заниматься спортом, легко. Но и не пить, не курить тоже легко. И вам это, мне кажется, не важно. Опять же, если антигены коньячка в кайф, то почему бы и нет. Как я говорил, какой-нибудь скандинав белокурый двухметровый с модельной внешностью, с домом за 2 миллиона евро и счетом в 20 миллионов евро, чего там не кирогазить. Там ему больше делать нечего, в принципе, в жизни. Вот. Ладно, Александр, добрый вечер. Мужу сегодня Black Shark 4 пришел. Эх, а мой еще не отгрузили Neo 2. Ника Сычева, я вас поздравляю за мужа. Порадуемся за Black Shark 4, а за Neo 2, ну, отгрузят. Давайте верить. Хороший смарт, потерпите. 8 лет не курю Конст, молоток. Очень дорого курить. Курил, когда пачка Винстона стоила 12 рублей. Сейчас я не знаю, ну, как бы люди реально очень много получают. Я прям смотрю, 3 пачки в день я уплетал. Я бы прям расстраивался. Дима, еще раз привет. Александр, как думаешь, компакт-смарты все умерли? Да, потому что нужно отводить тепло от очень-очень жестких и мучительных процессоров, как этот. 40 лет курила, бросаю нелегко. Тося Бэк, ну, я в вас верю. Возможно, все. Главное было бы желание. Кому отдать приоритет, Mi 11 Ultra или Pixel 6 Pro? Дмитрий, ни тот, ни другой. Mi 11 Ultra я не тестировал, я не буду покупать смартфон. Я не знаю людей, которые покупают этот смартфон из блогеров, потому что он лютый оверпрайс. То есть с ним никто не ходит. Это MIUI. Какой-то флагман на MIUI. Ну вот Xiaomi это продешево. Они не умеют делать прошивки, чтобы ты ощущал, что это флагман. Мое субъективное мнение. По поводу Pixel 6 Pro есть великолепный у меня, я считаю, обзор на 34 минуты с сравнением с другими телефонами. Посмотрите это дело, постарайтесь на телевизоре. Если вы увидите, что он выигрывает там что-то где-то, пересмотрите еще раз. Вот. Но это опять же мое субъективное мнение. Поэтому там есть примеры, чтобы вы сделали свой вывод. Но на прожарке вот это вот мракобесие показало, что у него днищенское ПО и днищенский процессор, единственное. И он менее стабилен, чем Mi Mix 4, который вообще не стабилен. И пил, и курил, но ушел с работы с веселым коллективом и перестал пить и курить, стало не с кем. А в одного это дно. Ну, тоже вариант. Опять же, если есть время, почему нет? Привет из Москвы, Владимир Титов, привет вам из основного города России. Будешь рассматривать, Сергей, планшеты на компе, кроме Xiaomi? Еще раз. Купил планшет Lenovo прошку, купил Mi Pad, купил ленововский прошлый планшет, купил планшет от Realme. И был еще обзор, кстати, на планшет от Яблока. Припозднились, но все же времени. Хорошего вечера. Ник Либра, спасибо за что зашел, рад тебя видеть. Не забываем подписываться, чтобы написать потом что-нибудь в чат, умное или не очень. И не забываем подписываться на телеграм-канал со скидками. Верхняя ссылка 6 числа будет опять сейл. Полистайте вверх и улыбнитесь, как все было дешево в прошлую распродажу, которая кончилась 5 дней назад.
Что Али делает, зачем, ну мне не важно. Зато я теперь закуплюсь. Еще раз. Опять же для обзоров. Если вам нечего покупать, и не надо ничего покупать. А к чему это все? К тому, что третья ссылка снизу, это уже телеграм-канал взаимопомощи, где тусит основное количество интеллектуально развитых людей. Добавляйтесь туда и узнаете все, что вы хотите знать о технике. Не от меня, но я обязательно об этом прочитаю, узнаю, как и вы. Саня, привет, когда будет обзор на Honor Magic Book Pro X? Не просто Pro, а Pro X. Когда у меня в Майнкрафт ребенок в него наиграется. Очень много познавательной информации на стримах чаще надо делать. Конст вот с таким количеством людей, конечно, да. Mimix 4 греется сейчас или просто сбрасывает частоты. И то, и другое. Я уверен, что ему плохо, его не спасти, но мы сейчас проверим. Окей. Вы не против, если я проверю? Low power. Батареечки все-таки погибли в самый неподходящий момент. Но мы посмотрим, кстати, потом в Antutu, сколько температура. Я улыбаюсь. Отлично, Universal. Это важно. Важно, когда ты с кем-то общаешься, даже дистанционно, иметь на лице улыбку. Потому что если ты ее не имеешь, значит общаться не стоит. Никогда не курил, выпиваю на Новый год, ни о чем не жалею. Сфера, ты крут. Ну, в прямом смысле. Мимик сейчас. 5 секунд. Александр Новоселов, Саня, привет из Новосиба. Откуда у тебя такая работоспособность? Я второй раз на стриме, много тоже работаю. 11.11 смотрел стрим, прилепив планшет на листоблочный станок. Главное не получить травму. Очень приятно, Александр, что ты со мной общаешься. Это взаимно. Дальше, надеюсь, Realme Pad за 14 тысяч, не слишком ли слабый проц, который начнет тормозить через года 2. Начнем с того, Карим, что Realme Pad я не советовал. Второй момент. Я купил его за 11, поэтому я не рассматриваю его за 14. Я бы его не стал, если не дешевле. Вы меня прям подбиваете посмотреть, за какой ценник я все-таки умудрился купить. Реально было купить еще дешевле, я просто не дождался промокода на 3000 рублей, который был crazy. Вот. И перезаказывать не стал. Почему? Я не знаю почему. Потому что мозга мало, недостаточно, усох. Возрастное усыхание мозгов. Сейчас я поищу и сообщу вам, за какой прайс я приобрел данную штуковину. Ого, ничего ж себе он стоил. Он стоил... Во-первых, я купил, получается, сейчас посмотрю заказ сам. Платеж у меня был 13 455, считайте, со всеми кэшбэками будет 13. И я взял версию 464 на Helio G. Какое-то мракобесие. Дорого, конечно, Wi-Fi only. Only Wi-Fi. Зато я хорошо купил, получается, сейчас скажу, какой смарт. Я очень выгодно купил не смарт, а планшет от, мне так кажется, от Lenovo. И мне его уже отгрузили, кстати, он на таможне. Потому что я за него уже заплатил налог. Он мне обошелся дороже 16 тысяч рублей. В стоке он стоил 22. Извините, он сейчас 33. Это оверпрайс, они больные. Это эмоции из разряда, не шутя, они кукукнулись. И я отдал за него 18 200 рублей. 18 200 я отдал за Lenovo Tab 11 Pro Xiaoxin Pad Pro. Считаю лютым оверпрайсом, но вот что есть, то есть. И сейчас 5 секунд, посмотрю еще вопросы. Саня, пропустил тест AI Antutu. Я его не ставил, сейчас мы догоняем 20 минут, еще 40. И тогда его поставим. Я, кстати, параллельно сейчас выгружу на Redmi Note 11 Pro. Не плюс обзор. И, наконец-то, не будет меня на обложке. Вы рады? В топку вот эти вот вечно такие глаза типа из разряда. Да сколько можно? Какой телевизор лучше на 50 дюймов? У меня есть один Huawei-овский на 55. И один, получается, с Союзом бедным. Я его купил за 42 на сейле. И потом он был 44. Уже в Black Friday, потому что курс увеличился. И один у меня с мая этого года
Hyundai. Вот. И про него я тоже расскажу, очень близки они. Дальше, Саша, Xiaomi 12 будет у тебя? Куплю, будет. Подруга купила Xiaomi-шный смартфон, во время работы Chrome выкидывает, закрывается. Вы думаете, в чем может быть причина? Первая, Диана. Новый ли смарт? Второй, китаец ли он или нет? Третья, какая модель? Эх, были стримы пораньше, а то на работу в 4 утра и уже спать надо. Гэда будет, значит, выходной как-нибудь. Спасибо, что зашел. Разыграю, в описании оставлю, кто победил. R2 Pro норм, наверное. Дмитрий. Дмитрий, 33 чего? 33 тысячи рублей, Дмитрий. Они вообще больные. Просто кукушки у людей нету. А к чему это все? К тому, что ночи темные в России. 5 секунд. Добавлю одну штучку, чтобы она прогружалась. Все, добавил. Подскажи, Anker Soundcore Liberty 2 Pro за 7000 топ или что-то лучше есть? Есть что-то плюс-минус, но лучше, чем за 7000 нет. TCL норм телек, огонь. Вообще вопросов нет. Днищенские телефоны и топовые телеки. Techlast T40 Plus понятия не имею. Александр, что скажешь о ушах Redmi Buds 2R? Читал комменты, у многих через месяц прекращают работать левое ухо. Опять же, вы должны понимать, что брак есть везде. В AirPods есть брак. В Huawei есть брак, к сожалению, соляви. Но если у вас какая-то беда случилась с той вещью, которую вы покупали на Али, спокойно пишите поддержки, выносите ей мозг, и вполне возможно вам вернут средства. Коля, не пью 4 года с лишним, жизнь налаживается, смотрю пользу нет, жене взял GT Master Edition себе на O2. Поздравляю, притом в первую очередь с тем, что не кирогазите. Дальше и с тем, что жизнь налаживается. И жене привет. Я в ночь собираюсь, сегодня поезд, повезу Москва-Казань. Артем Тусков, вообще у вас классная работа, интересная. Все время думал, что это круто, когда ты работаешь в одних командировках. Но до 40-то, после 40, мне кажется, тяжело уже. Да уж, стримы правда весьма продолжительные. Дарамир, ну вас же никто не заставляет на них тусить, в хорошем смысле. То есть это не оскорбление, вы пришли, спросили свой вопрос, ушли. Александр, К20 Pro еще котируется, и в этом смысл, кстати, прожарки. К20 Pro еще норм, живите с ним и не задумывайтесь. Как можно быстро сделать прожарку? В этом-то и смысл, что какому-то человеку важен этот аппарат, он не знает, на что он способен. И единственное, где он реально не в обзоре может увидеть, что с ним происходит, это только так. То есть я еще и Genshin буду засекать, за какое время он загружает. Странно, цены перед распродажами больше, чем до них. Разве 33 тысячи стоил леновский планшет? До сейла он стоил, по-моему, 28. Готов добавить, что есть интереснее Анкеров 3 Pro. Соньки 4. Я с ними хожу. Абсолютно неудобная тема, но объем лучший. После обнова они прям бах. Я люблю на стримах зависать. Дмитрий, так это все равно, что считайте, встретились за чашкой чая. Тем более они не так часто. Вот сейчас этот месяц с Кузи. Но мы же собираемся, значит, у кого-то есть время. Правильно? Тем более, а как мне по-другому? Мне выкладывать в инсту, как я разыграл это дело? Ну нет. Только в онлайне. Какие еще вопросы? Какой техник лучше, Mi или TCL? Честно, я бы взял TCL. Потому что они делают матрицы. Я думаю, что матрицы они себе все-таки лучше поставляют, чем кому-то. Посум, привет, ты дошла, очень приятно. На трене была сегодня? Когда PTX сильно звук изменит по сравнению с AAC? ACC я не знаю, что такое, AAC знаю. Александр, не забивайте себе голову. Хотите, почитайте про кодеки. Хотите еще больше себя запутать, посмотрите обзоры на YouTube про кодеки. А на пальцах AAC может звучать не хуже, чем aptX, а CBC... Я скоро CVC буду говорить. Ладно, всего 81 минута. Наверное, тяжелый месяц был. Проще говоря, если я что-то советую, можете ко мне прислушиваться. Если не советую, можете прислушиваться. Если хотите прислушаться большему количеству людей, добавьтесь в телеграм-канал взаимопомощи внизу в описании, и вам посоветуют, кто чем пользуется, какие плюсы и минусы. Привет, Poco F3 стоит брать?
За какие деньги? Если за 20 тысяч рублей ровно, да. Розыгрыш был? Нет, Арсений. В топку розыгрыша. Жарим Mi Mix 4. А стоит брать Realme C21U. Может быть, что-нибудь в чат. Harvester. Не понял. Какую ты хотел машину в пределах разумного? Карим, X7 последнюю. Full. И все. Если разбить, то разбить так, чтобы прям на квартиру влететь. Пока в Калининграде был так, Книсэм, пока в Калининграде был стрим легко, а сейчас во Владивостоке тяжело по времени. Так что сквозь сон слушаю. Книсэм, баиньки, потом увидимся еще. Спасибо, что зашел. Саша, смартфон Redmi Note 10 глобалка. Хром во время просмотра выкидывает. Новый? А Соньки 4 неудобные? О да, Дмитрий, однозначно. Не космос они удобны, особенно они еще и пузатые, если у вас шапка, а у вас зимой шапка в России. Это не особо удобно. X7 разумно, но это же не последний Мерс. К5 мне нравятся. Все. Спасибо большое, Сафар Наймов. Пожалуйста. Саша, вечерок добрейший. Какие книги читаешь в данный момент, а какие порекомендуешь? Кирилл, я читаю про алгоритмы Google. Могу вам показать книжку. Если интересно, плюс поставьте, потому что мне надо 20 секунд будет дойти до другой комнаты. X7 это тоже оверпрайс. Тихомир, да я шучу. Шкода Октавия какая-нибудь. Если последняя, то вообще космос. Но я, если буду себе брать, то что-нибудь злое, чтобы разбить и больше никогда машины не покупать. Когда выйдет машина, будет обзор? Дмитрий, нет. Не от меня. Но только если я туда не слетаю сам. Покупать я ее точно не буду. Nova 5T с гуглами еще актуальна в 2021 году? Не уверен. Смартфону 5-6 месяцев. Ну, она могла его один раз ударить хорошо, а вообще просто сброс поможет, я уверен. Все жду GT Master Explorer Edition с 11. Василий, главное верить. Так, сейчас книжку принесу, окей? 5 секунд, друзья, и я сейчас вернусь. И вот, я показываю вам настольную книгу маркетолога. Вот. Сзади, позади, с тыльной части. В эпоху, когда все меняется быстрее, чем успеваешь это заметить, лучший выход — привлечь умных творческих людей и создать для них среду, в которой они могли бы придумывать новые идеи и развиваться. Как работает Google, расскажет, как этого добиться. Страница за страницей председатель совета директоров и вице-президент рассказывают секреты, как им удалось построить великую компанию. Вы узнаете, как Google развивают корпоративную культуру, привлекают талантливых специалистов, придумывают инновации, решают нерешаемые задачи и все с многочисленными историями из жизни Google, которые публикуются впервые. Вот. Такая вот штука. Дим, ну что за пошлятина? Будут обзоры на Bluetooth колонки? Да, купил несколько. В Украину без проблем отправляется Почта России. Отлично. Это про что? Ребята, в 7.9 Pro отправили с 11.11, висит в неотправленных. Вы за 37 успели купить, Васек? Али машины и машины должны продавать. Рано или поздно начнут, мне кажется. А когда появится на Али Xiaomi 12, не в курсе? А его что, уже презентовали? На Tesla было бы интересно. Да, мне бы тоже. Какой смарт можно взять за 35 тысяч? Realme XT начал уставать 3 года спустя. Арсений Ротанов, а ты рассматриваешь китайца? Или нет? Саня, добрый вечер. 6 января будет снова распродажа. Я слышал, это будет как Черная пятница или нет? У них каждый месяц более-менее нормальная распродажа в последнее время. Но в ноябре были очень жирные промики. Я говорю о Crazy. Это 3 от 5 и 2 от 5. Ой, 3 от 8 и 2 от 5 была скидка. И в последний сейл была 1000 от 2, 1000 от 3 и 2 от 5 тоже. Притом по 2 раза можно было каждый промик использовать. Я использовал все по 2 раза на 2 аккаунтах. Саша, привет, подскажи, с Америки iPad дешевле заказать? Ты вроде там свой покупал. Да, если дорогой. Но опять же сиди и считай. На Тмоле реально могут выкинуть дешевле. Плюс-минус там. Почему не имеешь машины? Нет желания или возможности? А здесь дилемма. То есть на ту тачку, которую я бы себе хотел купить, я могу делать обзоры год. Покупать девайсы. Здесь всегда дилемма из разряда...
что ты можешь себе позволить. Вот. На такси я трачу много, к сожалению, но это все равно альтернатива. Если я на X7 потрачу 11 мультов примерно, 11-12. То есть, прикиньте, у меня максимум миллион, наверное, ну 1 100 000 выходит в месяц на обзоры. И то это, по-моему, предел. То есть там в районе 600. Проще говоря, я могу 2 года делать обзоры и даже не продавать девайсы. Али уже продает машины, круто. Poco X3 Pro 256 гигабайт за 10 тысяч рублей норм. Откуда, Дим? Ты кого-то побил, забрал и хочешь ему вернуть денег чуть-чуть? До скольки будет стрим, Саня? Урджи, я думаю, что я не знаю, когда мы решим разыграть наконец-то эти часы? Все именно этого и ждут. Не забываем прожать лайк. Я думаю, через 11... так у нас проблема-то в Mi Mix 4. Мы его жарим. Как же? 28 минут. Через 28 минут я в АИ погоняю его, потом покажу данные по памяти и потом устрою распродажу. Думаю, все это будет довольно быстро. Demand, норм бюджет. Так, потом машины, ничего не понял, но очень интересно. Почти 400 лайков набрали. Поднажмем, может быть, наберем 500. Будет круто. Да. Саня, Xiaomi Pad 5 или Lenovo Tab, ни то, ни другое. Genshin даже не запускали, да, еще Genshin. Ну, Genshin можно я пока буду разыгрывать, заодно Genshin потестим. Его загрузить еще надо. Саня, китайцы рассматриваю. Realme GT Master Explorer Edition. Супер топовая тема. То есть сразу все ты получаешь. Стабильность, крутой корпус, отличную камеру и вот все это в великолепном смартфоне. И стандартно хорошую прошивку. В Черную пятницу взял Xiaomi Mi Pad 5 за 21 китаец. Продавец не отправил до сих пор. Нужен ли китаец? Тебе решать. Почему нет? Редиска, пойдет телефон? Дмитрий ничего не понял. Юрий поднажал, окей. Да, 400 лайков набрали. Не забываем, что чтобы писать сообщения в чате, нужно подписаться. Развиваем этот стрим-канал, чтобы я покупал больше смартфонов и здесь о них вам рассказывал. Я не думаю, что вам будет неинтересно. Думаю, всем кому-то какой-то смарт да интересен. А будет розыгрыш... Это будет не розыгрыш, а распродажа. Нет, это будет розыгрыш. Саня, почему MSFit не развивает Stratos серии? Потому что они решили повыделываться и уйти от Xiaomi, а денег нет. Они на пиаре просто работают и все. Когда планшет, если не... Какой планшет, если не iPad? iPad. Ну, подешевле, или бэушный, или старый. Дмитрий, ну, можете Xiaomi взять 144 Гц эти. GT Master Explorer, единственное чисто китайцы, у него есть проблема с прошивкой, с тем же Always on Display. Все это, когда я спрашиваю человека, если морально готов покупать китайца, он все это понимает и со всеми этими проблемами, я так подозреваю, он может справиться. Передавайте лайки за проезд, следующая остановка розыгрыш. Да нет, мы не на лайки завязаны сейчас с розыгрышем, мы завязаны с розыгрышем исключительно с точки зрения очень простой и обычной вещи. У нас сейчас греется лютый смартфон. И параллельно я, кстати, выгружаю великолепный, ужасный, что-то я его не открыл, смартфон Redmi Note 11, но не Pro Plus, какой уже был на канале, а просто версия Pro. Версия Pro. Вот. Он обрабатывается, все равно SD-шка пока. Обзор емкий, как всегда. Много примеров с видео. И думаю, что он будет вам однозначно интересен. Почему? Потому что Xiaomi, считайте, показывают нам, что у нас будет в глобалке. Я думаю, в глобалке все будет в огне. И этот телефон тоже будет в огне. Только без плюса. Да? И опять же, в плюсе, если кому будет лень обзор смотреть, магия плюса в первую очередь была в том, что смарт имеет возможность заряжаться за 15 минут. Сейчас мы гоняем Mi Mix 4. Насколько хорошо получается у нас гонять, оценивать в первую очередь вам. Почему? Потому что, опять же, я понимал, что конкретно последний куалкомовский процессор, он не имеет нормального теплоотведения и при любом раскладе будет греться и будет тротлить ужасно. В принципе, он не дико тротлит. Могло быть хуже, но вы сами все видите, я думаю. Без каких-то там
плюсов, минусов или еще какое-то лабутение. Следующий вопрос какой? Саня, как тебе наушники Oppo NKR? Есть у него обзор на него. Как же его жарят-то? Сильно. Что думаешь про энергетический кризис? Думаю, что будет, конечно. Старый iPad Air стал жутко тормозной, не советую. Тома, что ты с ним делаешь? Значит, не надо. Что думаешь о слухах про Xiaomi 12 mini? А что с ним случилось? Продам гараж, пора писать в ЛС. I'm not Ижевск. Окей. Присматривался к Миксу 4, но без прожарок страшно брать. Вы готовы, вот смотрите. Mi Mix 4 огонь телефон, всем удачи в розыгрыше. Oppo Reno 2 стоит менять на Realme GT Master Edition? Наверное, да. Как на такого красавца не поменять-то? Но лучше Master Explorer Edition, хотя нет глобалки. Саня, что за такая цена на Mi Mix? Только за фронталку? Нет, посмотри, что там за процессор. То есть тебе кажется, что ты все знаешь, но ты знаешь не все. Обрати внимание на мелочи. И да, в основном они берут за фронталку, но в целом... В целом, как получится. Так, 5 секунд. Дальше. Здравствуй, хотел выразить благодарность за ваши обзоры на Realme Master Explorer Edition. Купил и теперь доволен как слон. Я очень рад тому, что вы купили и довольны как слон. Было бы плохо, если бы вы были недовольны. Пять секунд. Пять секундочек. Я сейчас просто одну выгружаю. Так, 5. Саня, ты ЦАПа мобильный юзаешь? Не. Ну, я тестировал, еще раз повторяю каждый раз, что вот Нилкинский у меня ЦАП. И я не уверен, что они, ну, по моим оценкам, они не особо сильно отличаются в одной ценовой категории. То есть ты если берешь плюс-минус там 2000 рублей, то они очень похожи. Realme Neo 2T или OnePlus Nord 2. Я бы OnePlus взял. Каримов нет. Так, дальше. Близкие, привет. Что значит китаец? Типа прошивка китайская или что? Да. Ну, тут нет глобалки, в принципе. Они, ну, это типа а-ля глобалка. 3 восьмерки не умеют сам отводить тепло. Проблема 3 восьмерок в том, что туда затолкали ядро, предназначенное для десктопов. А к такому TDP не привыкли производители. Только Равгоны, Рокфоны и Red Magic осилили. Да, опять же, корпуса у них не маленькие, правильно? Я думаю, картинка зависла. Нет, это я чуть-чуть завис. Сань, что думаешь о новом Realme GT Neo 2 Pro? Я думаю, он очуменно выглядит, и я хочу его купить. Саня, обзор на большие беспроводные колонки с Win. Собираешься делать? Зачем? Ну, это не особо актуальная тема. Может быть, но пока нет. Стоит ли менять Mi Mix 4 на GT Master Explorer Edition? У меня не было Mi Mix 2, я не знаю, что там за железо внутри. Наверное, да, он уже старенький. Дальше, как в роликах говорил про жену, сейчас ни слова. Развелся? Нет. Нет, не развелся. Появился еще один сын, и у нее теперь есть чем заниматься, как и мне, в свободное от роликов время. Обзор Базеус Bovi E8 будет? Не знаю, наверное, не факт.
Саня, пользуюсь Redmi Note 8 Pro, в общем, все устраивает, не гонюсь за топами, нужна стабильность и соотношение цена-качество. Как думаешь, мой девайс устарел уже морально или еще норм? Думаю, не устарел, думаю, все в огне. Но, ну 8, нет, это не 9 Pro даже, нет, он устарел. Саня, запомни меня, я сегодня выиграю в эфире, благодарю, Барракуда, посмотрим. Хожу с Amazfit Bip уже более 2 лет, Apple нервно курит в сторонке, ненавижу яблоки. Яблоки, я тоже не очень люблю есть яблоки. Хотя надо. Что за очки? Это Xiaomi-шные очки, обзор на этом же канале есть этих очков и еще чертовые тучи очков от Xiaomi. Вот. Саня, привет. Есть ли хорошие телефоны на снэпе 3.8 или всем плохо из-за перегрева? Всем плохо. Опоздал на стрим, догонял в скорости X2. Смотрю, слушаю стрим говорилки Mi Mix 4 параллельно с готовкой пищи. Саня, лайк за контент. Я надеюсь, это дело вам помогает. Готет, он говорит мне о том, что он очумел. Выдает всего 178 гипсов. Но это хана ему. То есть это даже не средняк. Саня, скажи, пожалуйста, телеки диагональю больше 55 дюймов с Али нормально доставляют? Есть ли инфа какая-нибудь? Стемола великолепно доставляют без проблем. Обзоры на колонки можно посмотреть на канале Эндрю. Мне кажется, что вас придется заблочить, очень жаль. Опоздал на стрим, догонял скорости X2. Смотрю, слушаю, стрим уже ответил. Так. Александр, смотрел недавно твой топ ТВС по звуку. Ты сказал, что Соньки 3 и Анкера 2 Pro лучшие по звуку, и на них стоит слушать музыку не на стриминговых сервисах. Но тогда где? Флаг Forever. То есть качайте lossless качество и... Но опять же, есть стриминг, допустим, в lossless, если у вас интернет позволяет. Так, вот мой ZTE Accent 7 уже очень устарел, как Mi Band 2. С какой версии Oxygen OS ты тестировал OnePlus Buds, если на девятках LHDC? Я не помню, Александр. Дальше. Так. Александр смотрел недавно, уже ответил. Эмиль, есть хорошее исполнение, только игровые смарты. Rockphone, да. Саня, подскажи, где выгоднее сейчас взять iPhone 11, какая, по твоему мнению, его актуальная цена? Мне кажется, что это абсолютно не актуальный смарт, я не знаю, зачем он вам нужен. Поэтому я не подскажу, я не мониторил цены на него. Александр, теперь вы вдвойне отец, это круто, поздравляю. Иван Денисов, спасибо большое. Саня, Realme GT Neo 2T, как Vibra. Игорь, флагманских не назову. У меня ТВС вообще за 500 рублей, норм. Тихомир, лучше вообще проводные. За 1000 и будет супер космос. Саша, подскажи, пожалуйста, свое мнение по поводу Huawei Nova 5T. По полной программе, насколько мне его еще хватит? Николай, зависит от тебя, может, и на 10 лет. В зависимости от твоих задач. Такси всегда выгоднее и дешевле. 40 лет ездил на машинах, работал, имел свои. Сейчас избавился от всего этого хлама и перекрестился. Конечно, Игорь, вообще никаких проблем. Какой-нибудь комфорт плюс всегда можно вызвать. Хотя я катаю на экономии, их больше. Вот, никаких проблем с парковкой тебе, никаких проблем с ремонтом, обслуживанием, сменой шин. От сезонки, штраф и еще много всего с заменой масла, расходников и апгрейдами этой машинки с уборкой. Саня, спасибо за помощь в принятии решения о покупках. Скажи, пожалуйста, на твой вкус, взгляд, какие ТВС по звучанию, только по звучанию лучше, Torrent 300 или BGVP Q2S? Запихаешь себе BGVP лучше. Samsung S21 за 45 норм, бил акция, жена очень рада. Руслан, смотря на сколько гектар, и просто удалю, не буду блокировать ваш. Саша, у тебя теперь телевизоры 4К, которые на обзоре были, или есть бренды 120 Гц к PS5 HDMI порт 2.1 нужен? У меня Huawei-овский телек, и там есть 120 Гц. И там вроде бы порт есть этот, если нет, то куплю еще один телек. Александр, ну стриминговые сервисы с поддержкой потокового Lossless, Deezer, да их много, Solid. Вопрос-то просто, сможет ли человеками пользоваться. Там нужен инет нормальный, если он в маленьком городе живет, и у него нет 4G, то все. FreeBuds 4i за 3000 норма. Почему не продают Redmi 9T? Потому что кончился и была непопулярная модель, больше просто не делают его. Он старенький уже получается. Саша, вы слышали о сайте Wood? Продают бэушную технику? Нет. Диана, даже удалять не буду, специально погуглю. Таких сайтов море.
Очень странная тема. Очень странная. И чья, неизвестно. Не советую. Дальше вообще бэушная техника всегда опасна. Смарт за 35 китайца рассматриваю. 35 это Master Explorer Edition. Realme. На Huawei 2.1 нет вроде. Ну тогда трындец. Так не, ну работать-то будет, просто гирсовку не будет выдавать. Правильно, Денис? Я так и знал, что нужно телек за 100 брать. Но я был не уверен, что я смогу плойку приобрести. Как же Meizu Pop Pro? Почему не в топе? Falcor. Когда-нибудь, когда вы научитесь читать названия топов. Там есть топ 2021 года. Топ распродажи выгодно. Топ новинок. Meizu Pop Pro не новинки. Так же, как много хороших других наушников, типа Sony 3. Тоже не новинки. Каршеринг, Саня, каршеринг, если не хочешь больше никого в машине наблюдать. Антон, как вариант, да. На замену Xiaomi поклонник бренда Redmi Note 8 Pro, что посоветуешь на сегодня в бюджете до 15? Всегда максимально просто и красиво отвечаю на этот вопрос во время сейла 15 тысяч Poco X3 Pro и все. OnePlus 9 RT, когда уже? Мне только выслали его, поэтому не скажу. Поддержу Игоря. Продал свою машину и норм. Без нее легче, такси дешевле. И про смарты Poco F3 сейчас лучшее качество цена. За 20 тысяч на сейле, да. OnePlus Nord N10 подтормаживает. Подскажите, как устранить. Ну, сбросьте, попробуйте и попытайтесь настроить. Это не супер медленный смарт. Поэтому мне не кажется, что он должен прям совсем мрачно умирать, как Mi Mix 4. Вот. Но он дешевый. То есть все в районе 10 тысяч подтормаживает, к сожалению, я вас расстрою. Даже Realme 8A еще более-менее, но опять же вопрос, насколько его хватит. Что у нас еще интересного? 5 секунд. Есть ли до сотки 120 Гц HDMI 2.1 средний бюджет? Пом-пом-пом-пом-пом. Нет, не знаю, не уверен. Что порекомендуешь из флагманов? Буду искать, Николаевич. Мне кажется, что есть до сотки, но нужно искать прямо люто. Вот. Смотрим, какие еще вопросы. Привет, слышал, вышли Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Что можешь сделать обзор? Сделаю. Ближайшую неделю, я думаю, даже. Как там Mi Mix 4 тротлит? Очень ужасно все с телефоном. То есть посмотрите количество гипсов и поймите, что все печаль печалью. Розыгрыш уже был, нет, сейчас будет. Не забываем прожать лайк, может наберем 5 сотен. Всем спасибо, кто пришел, не забываем подписаться. Может быть, нас здесь станет больше, и мы станем совсем в тельняшках. Дальше хорошо жду твои обзоры и сравнения с 9 RT, они у тебя топовые. Спасибо. 835 бодрячком, 300 тысяч баллов более чем для комфортной работы, плюс бывший флагман, то есть оптимизировать понятно. Прикинь, мне сегодня написали, что Redmi Note 8 Pro работает с OnePlus Buds Pro по LHDC. У меня у тещи этот смарт, а когда обзор делал, даже не продумал протестить. Селяви. Так, печаль. Ты можешь сейчас потестить и написать в прикрепленном комменте просто свои эмоции, если тебе не лень. Интересно, Mi Mix 4 может загнуться в прямом эфире? Название стрима в записи гуляем на все 105 тысяч. Да думаю, нет. Думаю, не загнется, еще 10 минут и все, и можно выдохнуть. Я говорю, что у LG сотки есть, до сотки телеки есть. Хорошо, посмотрю обязательно. Сань, как проживает Wireless Go и... Стоп. Я не знаю, на каком канале ее поругали. Я вспомню человека, которого я бы не хотел вспоминать. Если вы посмотрите
обзоры Сидельникова, вы обратите внимание, что он пользуется именно ей. И я ей пользуюсь. И, кстати, на основной канал я не стал выгружать обзор на Wireless Go 2. Почему? Да потому что просто это специфическая вещь. Какой планшет порекомендуешь до 30 тысяч на замену моему неубиваемому Mi Pad 4? До 30 тысяч... Иван, секрет. До 30 тысяч... Не знаю. iPad. Найдите какой-нибудь до 30-ки. Можете проэкспериментировать, купить Xiaomi. Mi Pad 5 Pro, допустим. Я бы взял, кстати, Huawei, если вам сервисы не нужны. Sennheiser TVS лучше последних Sonic. Нет. Мое мнение, нет. Mi Mix 4 за сколько можно урвать со всеми купонными распродажи? Не знаю. Кликните, вот здесь у меня... Какой ценник? 94 фуловый, если минималка 68, 8128, еще десятку можно, наверное, будет скинуть где-то так. То есть, наверное, 59. Пятая плойка сейчас подорожала сильно. Она просто у перекупов подорожала. Так, обзоры техники, ну да, HDC, Xiaomi заказывали во все смарты. Так. А не лучше ли из планшетов iPad взять с доплатой в 1К? Ну, в 1К чего? Вы про доллары, да? Смотрим, сколько у нас осталось. Еще 7 минут. Еще 7 долгих минут. Так. Что хорошо? Готов обзор. Уже зарендерился. На... Xiaomi 11 Note 11 Pro. И что я могу сказать без версии плюс? Что он должен быть для вас интересен, надеюсь. Сейчас я загружу единственную обложечку и открою его. Кому не лень будет потом посмотреть Xiaomi Redmi Note 11 Pro, притом на руках у меня и Redmi Note 11 Pro, и Redmi Note 11 Pro Plus. И плюс в том, что вы благополучным образом можете посмотреть разницу. А разница она минимальна. И потом я могу еще это дело прожарить, когда 11 тоже сделаю обзор. Я иду с понижением, то есть сначала 11 Pro Plus, потом 11 Pro, и после 11 Pro уже буду обозревать, получается, 11. И потом можно вместе их повесить на прожарке, посмотреть, как что работает, потому что вы будете удивлены, но 11 Pro больше выдает баллов в Antutu, чем 11 Pro Plus. Хотя железо одно и то же. Пивной, я тебя не понял, ты про АК-20. Понятно. Так, Sennheiser не умеют делать... Кофе-пауза была у тебя? Нет, Юрий, не была. И, в принципе, она и не нужна. Что у нас? 54 минуты, да? У меня единственная мини-пауза, это в попытке выгрузить обзор, пока мы с вами общаемся. Но ввиду того, что, в принципе, я на вопросы отвечаю, и ввиду того, что там при любом раскладе сейчас будут еще добавляться субтитры, в 4К это все дело отрендерилось. Я думаю, что обзор уже можно будет выгружать во время розыгрыша. Или это неразумно? Лучше после розыгрыша выгрузить обзор, да? Народ, будете смотреть потом обзор? Разница в зарядке, да, 120 Вт и 67. То есть и аккумулятор. То есть там стоит другой аккум. Там просто стоит другой аккум. Скажите, пожалуйста, какой смартфон лучше в этом году среди флагманов, на ваш взгляд? Huawei P50 Pro, если бы были Google сервисы. Не всегда если. iPhone 13 Pro для яблочников вообще мега топ. Для тех, кто снимает а-ля фильмы, тоже с их ProRes.
Какие еще топовые смарты я знаю? Mi Mix только исключительно тем, что фронталочка. А так ничего не поразило. Обзор, что выкладывается сейчас, пропустил момент. Да, и ну, я пока его еще не выложил. Я сейчас выложу, чтобы синхронизировать текст с субтитрами. Вот. И после того, как синхронизирую текст, тогда уже выгружу. Или выгружать без сабов. Без сабов выгружу. Я думаю, что в принципе, и в частности, хотя здесь основная тусовочка наша, кто-нибудь да сможет потом посмотреть. А сейчас я уже выложил обзорчик на Redmi Note 11. Не версия Pro, поэтому... Нет, версия Pro без плюса. И больше отвлекаться не буду. 5 секунд. Единственное, поделюсь везде. Потому что потом будет поздно. Я понимаю, что не очень много людей посмотрит, да и ладно. Главное, что обзор уже на канале, и после стрима можно пойти его и посмотреть. Кому будет перед сейлом, 6 числа еще раз на Алишке будет распродажа. Возможно, кто-то решит, может быть, выйдет глобалка. Хотя бы понимать, что они в глобалке предлагают. Правильно? Хорошо понимать, что предлагается теми или иными производителями. Пусть в китайских версиях, потому что в глобалке вряд ли они что-то сильно изменят. Все. Понеслась. Что еще интересного можно... Саша, как ты относишься к селедке под шубой? Волшебная тема, Николай. Мастер обзор есть, да. Нет, я долго сидел на Xiaomi, на Google вроде перешел на OnePlus, и все пропал для меня Xiaomi. Соляви. Годный смарт за 25 на данный момент. На данный никогда, 6 числа узнаете в телеграм-канале скидок. Master Explorer Edition, наверное. Или Redmi Note. Опять же, если глобалку не рассматриваете, то это Realme GT Neo 2 не T глобальной версии. Если китайской, то можно Realme GT Neo 2T, если он все еще выгодно продается. Шубу жене, селедку съедаю сам. Саша, привет, пожалуйста, ваше мнение о крипте. Я не разбираюсь в этом деле. Я не лезу, куда я не разбираюсь. Мне оповещалка пришла на обзор, супер, гляну позже. Мистер Перфект, привет. У меня уже высветился обзор. Во, сразу видно подписчиков. Спасибо, друзья, что смотрите. Жду АИ-тест, наберет ли он Mi Mix миллион. Я думаю, нет. Последние 27 секунд. Еще раз, маршалы мне даже полноразмерные их не подходят. Я не знаю, мне даже форма не заходит. И звук, соответственно. Я не скажу, что он плохой, мне не заходит. Саня, когда служил, кем был звание? Иван Николаевич, ты меня достала, я скажу, старлеем я жил, и я умудрился прослужить так, получается, 14 лет. Без ГДП, единственных, с чертовой тучей всяких грамот и медалек бесполезных. До этого курсантом. Ефрейтором не был. Все, по стабильности 189 гипсов, максимум 315. Не мое это было. Не мое, не хочу даже вспоминать. Да. Не на своем месте. Что планируешь брать 6 числа? Из смартов IQOZ какие-нибудь. Сейчас я АИ-тест скачаю с маркета. А почему вы думаете, что он миллион наберет? Как раз подустанет телефон. Дальше ваше мнение о телефонах марки Sony. Лютый оверпрайс, бесполезные смарты. Всем добрый вечер, обзор еще прилетел. Да, реально ли купить iPad 9 в Русляндии за 30? Не знаю. Neo 2 пушка, осталось OnePlus взять. Всем добрейшего вечера, добрейшего. Правильно сделали. OnePlus 8T на распродаже в full комплекте. В душе в нем не чаю. Не знаю, что многие говорят. Лучший смарт в линейке флагманской в продаже, который сейчас. Можно поспорить, с какой точки зрения. Вы понимаете, что вы покупаете при любом раскладе старый форм-фактор. И когда люди будут перепродавать, они все равно будут перепродавать свои телефоны. Ваш телефон будет мега старым.
По цене он примерно такой же, как 9R. Но 9R новый телефон, а 8T нет. Так что если вы готовы покупать старье, ну в прямом смысле, это старье, и платить за него очень приличные деньги, они не дико дешево продаются, то космос. Телефон полностью не остыл, включаю. Саня, подскажи, пожалуйста, часики для Redmi Note 10 Pro. Не подскажу, есть топ-10 часиков на канале, под Redmi Note 10 Pro подойдет что угодно. Супер топового не будет. Xiaomi-шные, кстати, часы скоро будут. В Можайке учился, да, к сожалению, именно там. Первая вышка именно там. Саня, почему сообщение удалили? Хотел узнать по поводу F2 Pro. Где его сейчас можно купить? Как он тебе? Нигде. Я не знаю, где его купить. Затычки до 6000, топовый контент. Илья, посмотри любой топ на канале, до 6000 море всяких затычек. Просто зависит, в сейл ты будешь брать на Али или нет. До 6000 можно было OnePlus Buds Pro купить. Сейчас нет. Юрий, удачи, спасибо за обзоры, и вам тоже. Что будет миллион? Не будет миллиона, не-не-не, уверен, что нет. Привет, ДДД, какие наушники можно взять игровые, беспроводные? Если вы проф-игрок, однозначно вам нужно брать проводные. Все это Филькина грамота, вы почувствуете задержку хоть как. Будет ли обзор на Marshall Minor 3? Смоки, такое ощущение, что ты продаешь их. Или просто вас очень много их продают. Короче, нет. Наверное. Скорее всего, нет. Когда Honor 60 Pro выйдет, глобальная версия, сделаешь обзор, там прот Snapdragon 778G+. И за 778G+, сколько я должен, извините за грубость, выложить из своего кармана? Дальше, Саня, сделай обзор на новую Huawei Watch Runner. Интересно твое мнение. Я не знаю, что это. Но я рассмотрю это дело к обзору. Watch Runner. Они уже давно продаются, да? Или нет? Купить. И что они стоить будут? Ага, они еще 23 тысячи. То есть 30... Не-не-не, вы выбираете. Либо я куплю... Huawei-овские Watch 3, получается, GT3. Либо я куплю Watch Runner, GT Runner, потому что 55 тысяч для их раскрутки я тратить не собираюсь. Я бы сказал, что Mi Mix 4 просто зло чистой воды. Спорт-версия Pro 3, понятно. Почему не проводишь акцию «Приведи друга и получи бесплатно»? Было бы смешно. Саня, подскажи наушники проводные с Type-C для Master Explorer. В прошлый раз сказал, видео твое посмотрел с топом, а там только беспроводные. Купите просто вот такую штуку. ЦАП. И проводные, любые, какие вам понравятся. КЗшки, еще что-нибудь. В курсах, что заваруха на юге собирается, придется смартфончики бросать. Пока не выключат свет. Все это такая лабутень. Лабутень. Я не знаю, где вы были и кто у вас знакомый. У меня знакомые во всех структурах. Благо, я уже древний. Все это лабутень. Дальше. Раннер интереснее вроде. Не разводите панику. Саня, оперативка 12 гектар сильно нужна в обычном использовании? Нет. Точно нет. 8 за глаза. Так. Мне вот это вот придется вырубить. Будет обзор на iPad 9 вроде норм за свою цену. Может быть. Но не уверен. Я подумаю. Так. 1,6 ляма мульта. Очень даже приличный результат. Он устал, но мы сможем с вами протестировать скорость его загрузки операционки в Genshin. Курсантом в топографе был, дошел до кэпа. Поздравляю, что уволились. Так.
Топографичка норм. Вы считаете, тоже не служили? Так, пришли, посмотрели и ушли. Дальше, почему все делают лопаты? Потому что им по-другому никак не сделать нормальное теплоотведение. И он будет разряжаться моментально, этот бедный смартфон. Пробуем засечь, за сколько будет Genshin загружаться. Genshin. Не успел я нажать. Сейчас. В общем, я надеюсь, что вы мне поверите. Вот так. Есть. Понеслась. Пошел. Пошел. 6 секунд. Ну, по-моему, это первый старт у него. Ты обещал обзор на Нафиные. Будет. Ну, обещал, значит, будет. Я их купил уже. Вы можете видеть их на подсъеме, кстати. Вы же видели их на подсъеме? Значит, все будет. Нет, не будет. Не будет проверки в Геншине. Все это дело загружаться сейчас будет. Я сейчас его еще и подзаряжу. К сожалению. Дальше, какие лучше ТВС? Как раз мы с вами сможем разыграть часы, и все, кому лень здесь находиться, смогут уйти. Не забывай прожать лайк. Спасибо, что зашли. Пожарить еще смартфон пожарим, но основную информацию мы поняли, надеюсь, что в принципе Вантуту он молодец, тротлинг ужасный, позорный, я бы сказал, но в то же время AI-тест 1.6 мульта это прям бодрячком. Смартфон с MIUI и Snapdragon. Смартфон с MIUI и Snapdragon. К сожалению, Яна, вы не пишете, сколько у вас денег, какие у вас потребности, нужна ли вам камера, что у вас до этого было. Есть ссылка, предпоследняя, точнее третья снизу в описании к данному стриму, взаимопомощи. Опишите там все потребности, и вам люди посоветуют что-то. А мне, когда уже будет все это дело сформулировано, я вам отвечу по цене и по советам. Димон, стрим смотрю и стрим обзор. Спасибо. В игры играешь, книжки, только что показывал книжку. Игры PUBG, Genshin чуть-чуть. И танки много. Больше. Тогда и Боровирус, Лабутень. Чего? Боровирус это в плане коронавирус? Ну, болел я им. Думаю, как и много людей. Так. Давайте, пока не выключат свет, не будем делать из этого канала диалоги о чем-то а-ля. Я не претендую. У меня железки, окей? То есть я рассказываю людям о железках. Если им интересно мое мнение по другим вопросам, я им делюсь. Менять его у вас или у себя я не собираюсь. И мне кажется, это волшебная тема, когда тебя чувак, извините, вот по-другому не сказать, я уверен, что данного возраста, кто понимает такой сленг, людей присутствует много из 2500, потому что у нас розыгрыш. Так вот, человек в экране не должен тебя ничем грузить, либо к чему-то призывать. Если интересно, как я живу, я говорю. Интересно мое мнение? Интересно. Спасибо за обзор, Олег, пожалуйста, читайте книгу Google. Дальше заказал Stratos 3 после спорта для спорта. Немного парят размеры девайса, ты вроде тоже их носишь, не великоваты ли на твоей руке, не мешают ли движениям? Уже я ношу Apple Watch, потому что я с 13-м яблоком хожу, и я их тестирую очень долго уже. Дальше, Саня, подскажи, пожалуйста, кому в телеге писать по разбану в чате взаимопомощи? Админам, кому-то. Дальше. Саня, почему ты горишь на халявщиков, которые сидят только здесь из-за розыгрыша? Очевидно же, что эта инициатива их привлекает в огромном количестве. Горишь? Гоню. Нет, так меня не расстраивают они, я буду рад, если их будет очень много. Они просто спамят. То есть, пришел, если на... Ну, а зачем сидеть на стриме? Подожди. То есть, я провожу стрим не онлайн, розыгрыш. Ну, я провожу онлайн, только чтобы люди не думали, что... Да, Блиц... Я провожу только с той точки зрения, чтобы человек абсолютно уверен был в том, что я не вру, там это не какая-то подстава или что-то подобное. Что на юге случилось? Почему телефон... да ну перестаньте вы, вот это вот паника называется. Саня, пожалуйста, в помощь... Не понял... Ладно, все, понеслась. Давайте я сейчас подготовлюсь к тому, чтобы разыграть волшебные ужасные смарты, хорошо?
5 секунд. Мы сейчас должны разыграть в первую очередь что? Правильно. Мы должны разыграть с вами часы. И сначала... Так, я включу, если вы не против, Лиза On Air, которая рандомом будет мне помогать это делать. И 5 мибендов потом. 5 мибендов в конце давайте. Сначала разыграем часы. Сначала разыграем Amazfit GTR 3 Pro. Правильно? Самые интересные, хотя и не самые дорогие. Amazfit. Так, окей. Смотрю, есть ли тут Лиза On Air. По-моему, нету. 5 секунд. Добавляю ссылку на Лизу. Сохраняю. Так, сразу подготовлю. Какой? Правильно. В контенте еще у нас должен быть TicWatch. Условия все помнят, надеюсь. 3 Pro Ultra. Сохраняю. И в готовности номер раз мы с вами можем увидеть победителей. Здесь вроде бы ничего вредного. Здесь ничего вредного. OBS работает. Переключаюсь на камеру с... Все видят. Всем привет. Лиза On Air. Благополучным образом будем сейчас разыгрывать в первую очередь 3 Pro. Нужно быть подписанным на этот канал, на телеграм-канал со скидками. И в телеге указать в комментарии свой телеграм-канал, либо в описании. Но написать, что в описании у меня к ролику, в описании к каналу у меня как раз все дела. Лайк за хорошую подачу. К сожалению, как вы понимаете, человек не выиграл. Ради интереса я его оставлю рядом. Еще одна попытка. Понеслась. Следующий момент. Пытаемся еще найти человека. Так, лайк за хорошую подачу материала. Ну, Саня, ты перфекционист. Дело в том, что никто не спорил, что 9 Pro лучше, но ведь чтобы сделать вивод, под который для твоих обзоров, для Розарио. Вот, спасибо за коммент, спасибо, что ты приходишь на стримы. Очень приятно, что ты мой сосед. Но серьезно, нельзя было в описании указать, не в описании, а написать, что в описании мой телеграм-канал. Ну, ладно. Я расстроен. Я без шуток говорю. Я телегу сделаю, скажу. Всем удачи, всем удачи. Может, о рыбалке поговорим. Можно и о рыбалке, но из меня рыбак нулевой. Агро тут в чате, да. Что опять? Опять третий человек. Я специально оставляю людей, которые не добавили телегу, потому что не добавляются в телеграм со скидками. К сожалению. Понеслась. Александр Матвеев. Спасибо за актуальный обзор. Пожалуйста. И еще раз. Александр Матвеев, вы бы могли тоже победить. Следующий момент. Третий человек. Просто, чтобы вы понимали, как тяжело по факту 682 коммента. То есть, вроде бы, по идее, 682 участника, а не так это. То есть, в лучшем случае здесь сотня, но это предел. Goldmine. Нет, ты не выиграл. Чего круто? Круто, что ты не выиграл. Goldmine, Розарио Агро и Александр Матвеев, вы не победили.
Объясните, пожалуйста, человеку условия. Саня, тебе плевать на своих подписчиков. Окей. Видео, как всегда, топ. Посмотрел на одном дыхании, лайк за труды. Алекс, вы тоже могли выиграть часы. Я не знаю, в чем прикол. Когда свет вырубят, что будешь делать? Пока не выключат свет. Мне придется заблокировать вас. Вы очень странный. Я не знаю, в каком вы мире живете. Стильно-молодежно. Лоу то же самое. Защита от детей. Либо просто людям действительно девайс не нужен. 4 человека. Нет, я вам очень благодарен, что вы смотрите, тем более комментируете. Это очень приятно, спасибо, но вы реально могли бы выиграть часы. Goldmine, это не мне спасибо говори. Это как бы, ну ты не смотришь обзор. Если тебе, ну по сути тебе реально было интересно выиграть. Но обзор ты не посмотрел. Если не посмотреть обзор, то как можно выиграть? Когда условия в нем даже у миллионников. Хороший обзор, все по полочкам, спасибо. Парам-пам-пам. Саня Филя. Польза.нет есть, поздравляю. Этот человек выиграл только что часы Amazfit GT3 Pro. Так. В сообществе не написать, напишу тогда в комменте. Следующий. Следующий у нас... Так, не 3 Pro. GTR 3 Pro он выиграл. Следующий момент это TicWatch 3 Pro Ultra. Розыгрыш этих часов. Думаю, никаких проблем с ними тоже не будет, как и с этими. 3 Pro Ultra. Привет, я не участвую нигде. Нужна телега. Понятно. Ну, я же не заставляю, друзья. За Авито доставку может мне повезти. Может быть. Посмотрим. Или мне. Написать надо было в телегу в описании. Я в курсе. Я-то в курсе. Либо написать, что телеграм-канал в описании канала. Либо в комментарии, и все. Я даже сейчас не проверяю. Я потом проверю, но я уверен, что люди подписались. Чего сложного-то? Так у меня лично написано в описании канала все данные. Зачем мне в комменте еще раз это писать? Мистер Клео. Потому что такие условия. Сэляви. Всем удачи, удачи. Ну, то есть, мой розыгрыш, мои условия. В чем, я не знаю, в чем трабл. Как бы, если вы не хотите участвовать, разве я вас заставляю? Я же не билетики вам продаю по 100 рублей. Хорошие простые часы, понравился экран в части работа на солнце. Владимир Мишелин, специально оставляю вас для того, чтобы вы понимали, что, к сожалению, вы не выиграли тоже. Вот это вообще перебор, господа, какие-то из TicWatch вообще глюканутые мимо. Дима Пи, спасибо большое. Следующий момент. Михаил Казанцев. Качественные обзоры, смотреть одно удовольствие. Лайк, подписка, конечно. Михаил, огромное спасибо, что смотрите, за комментарии. Интересно, насколько лучше Mi Band. Вы ощущаете, как много людей не смотрит обзор, просто пишет комментарии ради Mi Band? Вот, к сожалению. Либо не хотят участвовать. Для часов все равно дорого, у половины страны это месячная зарплата. Абсолютно согласен. 3, 4, 5. 5 человек. Маркус. И вот 6-й человек побеждает, получая TicWatch 3 Pro Ultra. Потом напишу им, чтобы они написали мне в ВК. И все будет в огне. Готовы разыгрывать Mi Band, друзья? Думаю, да. Давайте я сейчас к Mi Band подготовлюсь, если вы не против. И все будет в огне. Ради розыгрышей завел телегу. Олег, ну разве это плохо? Как бы. Завел. Там 2 клика установить ее. Бог ты мой. В описании канала, Иван, все понятно. Так. Получается у нас Панда выиграл 3 Pro. Pro 3 Pro. А Маркус выиграл TicWatch. И полетели сейчас 5 Mi Band'ов. Никого из них нет, к сожалению, да? Союз, у меня телеграмма, что я должен сделать? Какая у меня телега, я не знаю, мне она нужна только для скидок взломанных проб. Союз, я должен тебе чем-то... Чем мне тебе помочь?
Так, рандомайзер, Google. Случайное число. Особое спасибо, как всегда, я хочу сказать волшебному человеку, который мне сейчас... Рандомайзер Google, генератор чисел Google. Ладно, установлю генератор чисел. Расширение даже установлено. Расширение генератор чисел. Есть. Более глобальные штуки не придумать. 5 секунд. Я сейчас открою просто перечень роликов. И после этого мы с вами зажгем. Марк Плея, огромное тебе еще раз спасибо. Волшебная вы женщина. Со списком роликов. Так, у нас сейчас получается... Так, это мартовские. До сентября. Нет. Не эти... Я все закрыл. Все пропало. Все пропало. Дальше. Это мартовский и 5 секунд. Ноябрьский. Ноябрьский, получается, у нас последний был 30 числа. Нет, ноябрьский был не 30-го. Ноябрьский последний был 30 числа про Realme GT Neo 2T. И все. И роликов суммарно было 35. Соответственно, мы сейчас рандом включаем. Рандом. Генератор 35. Сейчас в онлайне. И потом вставляем описание ролика, который выпадет каким-то образом в Lisa on Air. Стандарт. Вечный стандарт. Что делает объяснение мне принципа отбора? Карим, никакого принципа отбора. Вообще я никак не отбираю ничего. Отбирает рандомайзер один, а потом второй. Переключаюсь. Деактивировать, активировать. Я думаю, вы меня видите. Видите количество роликов 35. Видите рандомайзер. Нажимаем Generate. 26 обзор. Смотрим. 26 обзор. Так, сейчас с первого. Да, все правильно. 26 обзор был Feel T2 Pro. Наушники. Открываю наушники. Закрываю обзор. Изменяю ролик. Вставляю туда Lisa on Air Giveaway. Для того, чтобы ролик прочитался рандомайзером. И 5 человек отсюда будут выигрывать 5 Mi Band'ов 6 серии. Китайские, которые станут на русском языке. И благополучным образом улетят из Китая человеку, который выиграет. Так, 5 секунд. Понеслась. Единственное, надо быть подписанным на этот канал, на основной канал Пользы.нет, и чтобы ваши подписки были открыты. Разумеется, лайк и комментарии под данным роликом тоже нужны. 416 человек. Прикольные ухи, обзор как всегда. Понеслась. Смотрим. Burn. Есть Польза.нет Live, все в огне. Второй человек. Игорь Смирнов. Спасибо за обзор. Смотрим. Каналы. Польза.нет Live, все в огне. Третий человек. Павел Ураков. Польза.нет Live, все в огне. 3 человека уже есть. Четвертый человек. Realme. Все интересно, все познавательно в описании. Спасибо. Каналы. Есть Польза.нет. Раз. Так, раз, два, три, 4. 4 человека, прям выстрел в выстрел. Вы ощущаете? И Олег Карташов, поздравляю вас. Вопреки всему и несмотря ни на что. Польза.нет Live. Мои поздравления победителям. Сейчас я в описании к данному стриму укажу их. В комментарии. Вот. Геншин еще качается 78%. Если останется хотя бы 150 человек на стриме, можем его добить. Если не останется, я вас пойму. Потому что я не против, что люди приходят за розыгрышами. Розыгрыши это нормально. И это весело. В конце концов, среди концов. Потому что если бы это было не весело, я бы, наверное, их не проводил. Я могу себе их позволить, вы можете себе позволить участвовать в них. Что великолепно просто. 5 секунд.
мой канал. Видео. Так, это Польза.нет, не тот канал. Смотрим, не забываем про Redmi, обзор, кому не лень. 10 Pro, кто сейчас убежит и в каком-то смысле, может быть, правильно сделает. 240 человек, неужели не убежали? Так, Саня Красава, спасибо большое, прожарочка Геншина нужна. Опять я все призы забрала. Сарказм, апоссум, сарказм. Тебе нужен приз? Напиши мне в личку. Я придумаю тебе приз. Когда же Pixel? 6 Pro? Вы хотите прожарки 6 Pro? Или вы хотите, чтобы я дождался шестерки? А она уже у меня почти на руках и прожарил сразу 2 смартфона. Поздравляем победителей. Кстати, я шестерку могу разыграть. Ваши ставки, разыгрывать или нет? Но там я поставлю, не знаю, 10 тысяч лайков у ролика. Есть разумно? Ну, разумно это или нет? Ну реально, шестерку уже разыгрывать, это 10 тысяч лайков. 5А мы не смогли набрать 5000 лайков. Я не знаю, почему вам смарт ближе, чем часы. Так, ну повезло, как с Авито доставкой. Ну, хоть хорошо человека посмотрю. Иван, ну какие ко мне претензии? Ну, серьезно. Олег Карташов, поздравляю с победой, да. Так, давайте, окей, пока люди... Если есть люди в чате, я сразу им скину. Опять же, зачем скидывать? Так, стоп. Польза.нет, что у меня там еще есть? Facebook, можете в Фейсбуке написать, но лучше ВКонтакте. Сейчас я ВКонтакта скину ссылку в чат. Если кто-то в чате, то можете сразу мне писать. Добавляйтесь, друзья, и будем с вами разбираться по розыгрышу. Так, это Фиц. Вот, все. Пум-пурум-пурум, опилки. Общедоступное сообщение есть. Я уже поставил. Так, поздравляю с победой еще раз, да, всех с победой. Когда-нибудь Xiaomi начнет производство электрокаров. Будем надеяться. Я могу вообще просто сбрить. Ну давайте, да, 10 тысяч лайков к обзору на Pixel 6 и его розыгрыш, плюс я сбриваю бороду. В прямом эфире даже могу. Дальше попробуем набрать 10. Ну, мне кажется, это забавно, когда чувак пытается бриться в прямом эфире. Правильно? Посоветуй смартфон с MIUI и Snapdragon до $400, камера не принципиальна. Но если не принципиально камера, то это Xiaomi 11T, но у вас все равно будет хорошая камера. И все. Liberty R2 Pro не вылетают при беге, как очень легко могут вылететь, потому что это затычки. Дальше поздравляю победителей, да. Скорее бы вышла глобалка Redmi Note 10 или же 10 Pro. Бороду в топку, круть. Апоссум, тебе серьезно не нравится моя борода? Я хоть как-то на мужской пол взрослый выгляжу с ней. Без нее как-то вообще не камильфо будет, слышишь? Посмотри стримы на основном канале, где был без бороды. Ну жесть, нет? Нет? Ты же девочка, ну куда мне без бороды? В садик обратно. Бритва Xiaomi как тест, как квест. За такое лайки не жалко будет поставить, окей. Всех удачливых с победой. С победой. Когда мне улыбнется удача? Но это не ко мне, это опять же рандом. Это все всегда рандом, друзья. Так, как в розыгрыше Huawei Amazfit GTR 4 Pro участвовало 600 человек, если комментариев было 1600? Участвовали те комментарии, которые были отмечены вами? Нет. Шпенцель. Магия... У Лиза On Air, если вы там лупанете 10 комментов, она будет читать как один. Welcome. Отличная борода, спасибо. Шпенцель еще раз ответил вам. Зима, борода, я тоже оброс. Саша без бороды, захват молодой аудитории больше, ты без нее молодо выглядишь. Дисбаланс... В топку. Ну ладно, спасибо. Хорошо же тебе борода, но побриться на стриме это же огнище. Я тоже так думаю. 10 тысяч лайков набрать это огнище, я буду рад и хоть наголо еще побреюсь. Спасибо, Диана. Зима, борода, да. Будут обзоры квадрокоптеров. Были Михаил Басулов, Fimi X8. Даже здесь есть примеры съемки. Был обзор также на 2 DJI-евских квадрика. Телефоны разыграли уже, телефонов не было, на них не набрали лайков.
Набрали только 4000 лайков на Pixel 5a, разыграли мы 2 часов и 5 мибендов. Соляви. Но мы сейчас будем потихонечку приходить, мне кажется, к все-таки к тому, чтобы мы возможности... Ну, блин, ну извините, реально, за Pixel 5a можно было 5000 лайков наставить, не 20 же. Конструктивная критика. Саня, когда делаешь обзоры на уши, не забывай сказать, есть ли там голос. Купи фил... Понял. Хорошо. Согревает мужика борода. Да. Бороду брить или не брить, Саня, смотри. Борода огнива, окей. Но и с бородой тоже не больше 30 лет даем с мужем. Спасибо, Ника. Телефон разыграли, уже ответил. Норм борода, окей. Без бороды был бы Птушкиным. Так вроде и так один черт пишет все время, что я Птушкин. Барбершоп, помощь, так, норм. Редиска, я туда и хожу. А куда я еще хожу? Чтобы стричься и бриться. Но на онлайне было бы интереснее сбрить все. Правильно? Так, мы почти дождались. Банкет уже не за горами. Верифицируется загрузка. Все равно мне надо будет дать его чуть-чуть остыть. И после этого мы попытаемся что сделать правильно? Отдохнуть. Роман, еще раз, когда в какой-то момент времени моя аудитория начнет читать условия розыгрыша, и в этот момент я начну разыгрывать все. Сейчас я разыграл только 2 часов. Кто-то почитал все-таки описание. И помимо этих 2 часов я разыграл 5 мибендов. В принципе, это неплохо. Розыгрыши будут когда еще. Дэн Джонс, следи за каналом. 30 числа точно будет этого месяца. Сбрить все вместе с бровями. Нет, брови не буду брить. Это детский сад, трусы на лямках. Нет обзора на беговой эквипмент. Завязал с бегом. А смысл? Ты идешь в Соломон и покупаешь все в стоке. Ну реально. То есть я прошелся по этой теме. И что сейчас новое? Из разряда посоветовать New Balance за 16 штук. Я подумаю, но говорю, я хочу, если я разовью этот канал, то может быть я что-то новое начну придумывать. Но пока для основного канала у меня контента из железок хватает. Пошла гулять с собакой, слушать стрим. Апоссум, приятной прогулки, завидую, что у тебя есть собачонка. Собака, это круто. Привет, Саша, когда примерно будет обзор на QOO? Соратник, 64. Вопрос дня, куда мне деть потом IQOO? Ну куда? Ну реально это смартфон специфический. То есть если Realme Q что-то еще как-то люди купят, ну гипотетически, это полезный контент. IQOO 8 Pro, допустим, сколько человек планируют купить? Они и без моего обзора его один черт приобретут. Дальше я что с ним буду делать? Ничего. То есть реально заплатить 60 тысяч, чтобы рассказать о китайском смарте. Одно дело 15 тысяч, 20, другое дело 60. Но овер много. Mi Mix 4 не просто ожил, он просто скачал сейчас Genshin, и он устанавливает его. После этого мы засечем, за какое время он его загрузит. И я думаю, storage тест проведем и закончим стрим. Сбрить все. Садюга Михаил Басула. Садюга. Еще пробить себе самому же голову молотком. Ну, что я сыну скажу, что я вообще кукукнулся. У меня аж старшой все-таки смотрит на меня. Ладно, наголо побриться, скажу, мужик должен быть не симпатичнее обезьянина, желательно. А так-то. Я зимний Соломон взял, воды не боятся и тепло, легко и комфортно. Вот он идеальный вариант, что я и говорю в каждом обзоре. Но это де-факто. Что, какие еще варианты-то? Если побриться, потом еще раздеться попросят. Ну, вряд ли, не моя аудитория. Александр по поводу телеги с комментах. Оставил коммент с ссылкой. Пошел посмотреть после розыгрыша, коммента нет. Сергей, к сожалению, это тоже мини-тест для тех, кто слушает. Если бы вы смотрели мои обзоры и смотрели мои стримы, я говорил, что вы можете написать, что телега в описании канала оставить в описании канала. Либо второй вариант написать русским языком. Если вы обратите внимание под обзорами, телеги написано через пробелы, кэпслоком, слэшами, без разницы. Либо второй вариант, люди писали телега в описании, я смотрю описание канала, все. А как тебе Realme Pad? В телеге часто скидываешь, обзора не видел. Я его купил, просто выгодно, просто было выгодно, за 13 тысяч. Железо не топ, ну а что за 13 я бы взял? Alda Cube? Все.
Дмитрий Гордиенко, привет. Добрый вечер. Не попробовали электробритву Xiaomi Mi GS300, S700? Может быть, 3 смартфона от Xiaomi. Poco X3 Pro первый. Можно и лопату не покупать, чтобы картошку копать. Второй, можно яичницу жарить без плиты и сковородки. Третий, можно гопников кирпичом пугать. А если их склеить, можно вообще, даже когда много гопников, их пугать. Если бриться, потом уже ответил. Дмитрий, я не буду вас банить, но напоминаю, что у нас мата на канале нет. Мужик должен быть не симпатичный обезьянин, с которым он живет. Анти, ну жесть. Жесть, не согласен. И, как-то называю, осуждаю, без шуток. Девушки же есть. Дальше, Степ Степом на аппарат пушка за 15 тысяч. Вы про Realme Q3S? Вот такой. Его я разыграю среди, получается, спонсоров основного канала. Сегодня. Очки носишь или это твое кредо? Это очки от компа. У меня единичка. Но она единичка как раз потому, что я защищаю зрение уже много лет. Вот. И плюс, если да, начинает проседать, витаминчики, все дела. И зарядка тоже. Что нового еще будет в обзорах? Сегодня на канале Redmi Note 11 Pro без приставки плюс был. В ближайшее время будут уши Nothing, новые уши от Feel. Новые уши от Анкеров. Скорее всего будет плойка, Switch 100% нинтендовский, пару телевизоров и еще много всего. По смартам еще несколько мне идет, в основном дешевые. Я хочу забить категорию до 10 тысяч, чтобы у меня не спрашивали, вот что взять. То есть я сейчас сделаю 3-4 обзора и потом сделаю топ. Потому что я долго-долго-долго для себя выбирал, что бы я хотел, и я выбрал. Вот, что я захотел. Саня, почему поздоровался со мной, а тут с самого начала ты здоровался? Я знаю, Дмитрий, я с тобой могу раз 50 поздороваться, потому что я тебя знаю. Как с Апоссумом могу поздороваться 500 раз, как с Лерой, если она еще здесь, как со Злом абсолютным, Model Party, Марк Плеером и еще людьми, которым я утрированно их знаю в лицо. Так, что скажешь по поводу X3 Pro, X4 Poco? Скажу X4 Poco. Жду в основном канале. Окей. Саня, стоит ли менять Meizu Pro на Feel CG Pro по качеству звука? Я бы не стал заморачиваться. Оставь. Switch норм тема, да. Пробежал за Так, Денис. Хорошие у тебя стримы, на все вопросы ответил, все четко по делу, душевно. Спасибо, но более сидеть не могу. Побежал за стратосами третьими. Поздравляю. Поздравляю в прямом смысле. Так, он у меня уже готов, в принципе. Realme 8 Pro стоит покупать или что-то лучше пересмотреть? Все зависит от вопроса какого. Первое. Вас устраивает Realme UI? Если да, или если MIUI вас устраивает. Если MIUI, лучше купить Poco F3 за 20 тысяч с ужасным датчиком приближения. Если вам нужно Realme, можно посмотреть на китайцев, на тот же Q3S за 16 тысяч. Если вам нужен Realme из топовых, Realme GT 2 Neo, Realme GT Neo 2, либо Neo 2T. Neo 2 есть глобалка, 2T нет. Комментарии надо было оставлять в Телеграме или во время эфира. Комментарии нужно было оставлять в описании, просто в комментарии к ролику обычный. Обычный коммент к ролику. То есть вы смотрите обзор, в комментарии пишите: у меня в описании канала моя телега, я подписан на твою телегу со скидками. Окей. Либо вы пишете телегу слэшами, чтобы она осталась от Ютьюба. Все. Ты что гонишь, Салвар? Очень жаль, что вы не понимаете мой сарказм. Контент странный, не призываю всех смотреть. Хотите, смотрите. Я думаю, что взрослые люди понимают, что я по-доброму шучу. Дальше, Саня... Комментарий был, уже ответил. PolzaNet Live через годик будет каналом со стримами по Геншину. Возможно, да. За какое время Геншин будет загружаться? Включаю Геншин. Так, стоп. Я себя должен остановить и включить секундомер. А потом уже включить Геншин. Правильно? Стоп. Часы. Стоп, сбросить. 5 секунд. Одновременно. Барабанная дробь. Понеслась. Геншин. Сейчас мы будем его пытаться активировать быстро. Быстро и безболезненно. Нас 160. Нас уже 159. Но мы в тельняшках.
Но я же должен проверить все-таки его. Это первый запуск, поэтому, скорее всего, я второй еще попробую, потому что 2Т первый раз загрузила за минуту 0,8, второй раз загрузила за 48 секунд. Поэтому, опа, не успел я нажать. Здесь, в принципе, мы... А, нет, еще не имеем загрузки. Уже 35. Уже 39. Момент истины. Барабанная дробь. Первая прогрузка, она всегда долгая. 51 секунда для первой прогрузки — это норм. То есть мы четко с вами что должны понимать? Правильно, что сейчас мы смотрим опять на смарт. Нет, это не фанаты Геншина. Люди уже устали, стрим идет 2 часа, стримов было много на канале. Я их прекрасно понимаю. И я не funny boy или, не знаю, какая-нибудь девочка 18 лет. Не всегда удобно мою информацию, ту, которую я даю, долго воспринимать. На счет 3. Раз, два, три. Понеслась. Главное успеть нажать. Тапаем, тапаем, тапаем. Ему, бедному, пришлось переориентировать, но не думаю, что сильно много он потратил на это энергии и времени. Есть старт. Download. Preparing. 20 секунд. Ну что, он обгонит хотя бы кого-нибудь? Тапы. 30 секунд. Мне кажется, что будет примерно 44 секунды. Хотя не факт, потому что уже 40. Напоминаю, 2Т. 48. 45. 47. Нет. Может, перегрелся. 51. 51 секунда Genshin. Загрузка на Mi Mix 4, 120 Гц, максимальная яркость. И сейчас я посмотрю, какие настройки автоматом выдал девайс по графике. То есть, в принципе, настройки нелегкие. Потяжелее, чем у 2Т, поэтому он и прогружается дольше. Medium это норм. FPS, правда, 30. А как у тебя вся информация в голове помещается? Ну, что-то я помню, что-то нет. Почему? То есть, вы у меня что-то спрашиваете, что-то я знаю. Я люблю железки. Я люблю железки, люблю вещи. Не знаю, это нормально. Опоссум на улице снежная, запустил не очень быстро Genshin телефон, но норм. Да, опять же на средних настройках, потому что 2Т чуть-чуть хуже все было. Огромное всем спасибо за то, что пришли. Я думаю, что единственное, мы можем еще последнее, самое последнее, меньше 10%. Батарея на 6% он загружал. Вот еще в чем проблема. То есть он максимально разряжен, и поэтому реально он медленнее загружает игруху. Это факт. Мы сейчас с вами проверим storage тест. Возможно, что-то поменялось. Все это пройдет быстро. Что-то я гопников давно не видел на улицах Аполлон. Они все замерзли. Или они все, если честно, бегают. Либо бегают за призами, которые раскладывают по городу, либо употребляют эти призы, либо сами раскладывают. 56 тысяч. Быстрые деньги, помните же? Не буду пиарить, это очень гнилая тема. Людей сажают, дурачки, люди теряют здоровье. Берегите себя и своих близких. Одно могу сказать. Огромное спасибо, что зашли на стрим. Саня, можешь сделать обзор проектора? Может быть. Посмотрим. Жарих, Сань. Так. Вроде да, но розыгрыш уже прошел, а следующий месяц еще время разобраться. Конечно, да. Все, огромное вам спасибо. 1000-й раз. Говорим друг другу до свидания, кому не лень говорить. Чувствую, ни у кого нет времени сказать счастливо. Счастливо Опоссум, счастливо Редиска, счастливо Зноло, абсолютно счастливо Иван, Андрей, Денисов, Дмитрий Гордиенко, особенно счастливый тебе Опоссуму, Игорь Смирнов, Анатолий Гапонов, Олег Карташов, еще поздравляю вас. Олег, напишите мне в ВК. И увидимся, пьяный снайпер, да. Евгений, Universal, Максим, Игорь. Пьяный снайпер и Universal, кто у меня выигрывал Mi Band, напоминаю, раз в 3 месяца выигрыш, поэтому если вы ради них смотрите, ну, это не оскорбление, это к тому, что спойлер. То есть можно раз, если выиграл, 3 месяца про канал не вспоминать, если для розыгрышей. Сразу, чтобы не было потом недопонимания. Евгений Эроста,
True, Александр Попов, Ник Либра тоже особо, Сергей Би, Александр Трушников, Андрей Мазин, Эйти Тай, Бай-Бай и Владимир Байко, Дмитрий Коржавин, Михаил Басула с твоим сарказмом, Вячеслав, Алексей, Анатолий Гапонов. Огромное спасибо. Еще, если интересно, какая прожарка, пишем в описании, потому что смартов море. Вот. Приплюсовать к прожарке еще распродажу как легко. Все. Счастливочки. Спасибо, что смотрите. Всем доброго вечера.